Если чаще всего я делаю видосы по вполне себе типичным симуляторам выживания, то в этот раз мне хотелось попробовать что-то необычное, сделать большущий видос и порадовать вас чем-нибудь уникальным. Как раз удачно в библиотеке лежали эти 800 мегабайт счастья, ну и нервов тоже. Кто бы мог подумать, что игрушка «Жизнь в финской деревне» может перерасти в такое интересное и суровое испытание. Над этим роликом я работал больше 200 часов, месяц с лишним клепал этот огрызок контента, и вроде бы вышло даже неплохо. Да еще и чертовски забавно, что выходит он как раз в мой день рождения. Дайте шанс этому видосу, дайте шанс этой игре, посмотрите буквально 15 минут, и если вам не понравится, смело вырубайте, потому что лучше уже не будет. А йоу, чуваки, вы на канале Айдо, и это 100 дней выживания в My Summer Car. А началось все с главного меню. Можно было выбрать один из кучи разных цветов, но для меня самым близким и аутентичным цветом для карча сродни этому был, конечно же, красный. И вот первый мой запуск игры закончился в ту же минуту, потому что я узнал, что можно кастомизировать водительское удостоверение. Ну что, погнали? Не сразу, но довольно быстро стало ясно, что мы внутри машины, что эти два низкополигональных бревна ноги и... что я только что родился на свет. Это событие было флешбеком, и меня тут же перенесло в 1995 год. Появившись спустя 19 лет в небольшой комнатухе, в довольно уютной комнатухе, первым делом я осмотрелся. Да, графика, конечно, та еще, но взаимодействие с окружением уже обещало быть чертовски крутым. Ну окей, мяч я уже просрал, давайте смотреть, что тут да как. Взаимодействие с окружением и правда было проработано довольно круто, хоть я в итоге и не понял, как мне включить эту штуку. Если вы каким-то чудом до сих пор не играли в эту шедевральную игру и испытываете проблемы с покупкой новинок, или просто не знаете, как выгодно пополнить свой баланс в Steam, переживать не стоит, ведь есть donatov.net. Легкое и быстрое пополнение Steam на нужную сумму с моментальной доставкой прямиком на твой аккаунт и самой низкой комиссией в 10% на какую угодно сумму. У тебя аккаунт Steam зарубежного региона? Легко. Карты пополнения для самых популярных регионов точно помогут получить любимую игру. И должен сказать, не в одном только Steam. На donatov.net тебя ждут пополнение PlayStation, Nintendo и, конечно же, мобильных игр с донатом прямо по твоему ID. После недавнего обновления на сайте появились задания, за выполнение которых ты прокачиваешь свой уровень и забираешь крутые призы, но не торопись. Участвуй в бесплатных ежедневных раздачах, лутай докоины, сразу пополняй любимые игры. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Ведь с donatov.net донат есть. Ссылка будет ждать тебя в описании. Первым делом вышел на улицу и увидел старого корча в разобранном виде, на котором не то что колеса не стояли, это был тупо чистый кузов без какой-либо начинки. Ну, хоть зеркало висит. Правда, чисто эту рухлядь назвать, конечно, трудно, все знатно проржавело. Эх, я вообще хз куда идти, что делать, вернусь-ка я лучше обратно в дом. А в доме том, если приглядеться, столько всего интересного было. Кухня, толчок для сохранения игры. Что ты там делаешь? О, а мяч я все-таки не просрал. В спальне родителей лежали весы. Работает. Почти 80 килограмм. Нормально так, как для 19 лет. Что это такое, даже не спрашивайте, еще будет сниться мне по ночам. Прикол. По записке, прилепленной к холодосу, я понял, что эта хата теперь полностью на мне. Родители уехали куда-то отдыхать и вернутся, когда надоест. А я не должен напиваться, засирать дом, и, к сожалению, стало ясно, что в этой игре мне придется работать. Но как человек, знакомый с этим дерьмом не понаслышке, я был готов ко всему. В холодильнике было немного еды, а вот в дальней части кухни, наверное, аптечка, которая будет утолять сразу все 6 показателей. Жажду, голод, стресс, нужду, утомление и даже неопрятность. Я положил ящик пива в кроватку, даже не представляю, откуда он появился в доме. Нашел блокнот, в котором даже можно было записать список всех важных дел. Ну вот, одной задачи меньше. Помимо всего прочего, я также нашел неработающий душ и парилку. Судя по словам в письме, здесь и правда можно зачилиться.
И на этом, считай, все. Был здесь свой мини-бэкрумс, настенные часы, оказывается, скоро уже вечер, телефон и рядом с ним карта небольшого округа. Лопе, Пероярви. Насколько я мог судить, где-то вот здесь, в центре всего этого безобразия, находимся мы. Это небольшой поселок и... что это, гоночная трасса? А это на взлетную полосу похоже. Остальное мне было совершенно неясно, и хоть рядом с потребностями находился мой кошелек с довольно приличной суммой, по вот этой хреновине я понял, что работать все-таки придется. Со счетчиком можно было взаимодействовать, и черт, эта штука и правда наматывала мне киловатты, за которые 100 пудов еще и придется платить. А вот что касалось машины... вообще без понятия, что мне с этим делать. То это был корч, существующий и в реальной жизни. То ли Nissan, то ли Datsun. Нужно сразу очертить рамки. Я в механике не разбираюсь от слова совсем. Карбюратор, подшипники, какие-то кольца, редуктора, кондуктора, стойки, коленвалы, распредвалы, марселя, брамселя, бомбрамселя. Даже и близко не знаю, что со всем этим делать. В целом, машины-мотоциклы покататься, да, я временами люблю. Но вот заглядывать внутрь этих железяк, это для меня что-то сродни кошмарному сну. Если это видео вдруг посмотрят автолюбители, то они знатно кринжанут, потому что для меня все это обилие запчастей делилось только на две категории. Те, которые я знал, парочка долбанных деталей кузова и все остальное. А ведь хочешь не хочешь, с этим дерьмом делать что-то таки придется. Но пока, совершенно не зная, как эта игра работает, что мне тут надо делать, кроме сборки Сацумы, я вскочил на мопед, что стоял у гаража, и... а как на нем ехать? Enter-то я нажал, а вот с управлением пришлось еще разбираться. Потыкавшись во все, что только можно, я понял, что здесь все как в реальности. Снимаешь подножку, дергаешь кикстартер и подгазовывая втыкаешь передачу. Это работает. Спасибо автоматическому сцеплению. Я давал по газам и очень быстро добрался до 4-й передачи, ощущая скорость так, как не ощущал ее ни в гоночных аркадах, ни в GTA-шке, и малеха поплыл. Пару раз. И во второй раз понял, что это чепуха по мощности, как бензопила. Ну хорошо, хоть я мог ее поднять. Где-то за спиной был слышен звук мотора, но пройти к его источнику мне помешал лес.png. Так что я снова бахнул по кикстартеру, невольно крутанул пару пятаков и на всей скорости... приехал. Новость о моей смерти появилась на первой странице местной газеты, хотя мне кажется, что она очень быстро забудется. Тут вот пиво рекламировали как-никак. Ну а это черное размазанное по траве пятно, это видимо я. Ну окей, хорошо, что перед выездом я сохранился на толчке. Стоп, а где кнопка «Продолжить»? Покопавшись буквально минуту в интернете, стало ясно, что смерть в игре перманентна. Но только потому, что я великий слепой и не увидел возможность отключить эту функцию в самом начале. Я-то, конечно, не против пощекотать нервишки, но не до такой степени. Ну что, второй заход? Мне кажется, что ближе будет, даже если свернуть направо, а не налево, как я делал до. Ну... Опа, это что за дома? Учитывая, что они рядом, возможно, тут будет что-то интересное. У одного из запертых домов лежала упакованная коробка, какой-то подарок, но очевидно, что это не мне. Меня никто не открыл, в окна тоже нельзя было позаглядывать. Я знал, что эта игрушка проработана довольно сильно. Ой, ну, видимо, преувеличивать тоже не надо. Сделав небольшой крюк в сторону мопеда, я нашел сарай с самым что ни на есть настоящим трактором, в который можно будет сесть, прицепом, канистрой бенза и... видимо, это и есть те дрова, о которых шла речь в записке. Управление было очень непривычным, но даже с тем, что я додумался нажать F, когда топор уже по сути был в руках, разрубить чертово полено мне не удалось. Видимо, можно гнать дальше. Масштабы этого мира явно были 1 к 1, потому как 5 сотен метров на карте ощущались именно как 5 сотен метров, и ехал я довольно долго. Причем сказать, что это было скучно, пока я точно не мог, ибо каждую секунду был занят микроконтролем этого гробика на колесах. Причем я еще и сам себе усложнил задачу. На пути к городу встретилось еще одно любопытное место. Если остальные поля выглядели пустыми, то это завлекло высокополигональными 3D-кустами.
Рядом в небольшой палатке мужичок сидел. Батя нормально? Довольно неразговорчивый, но я так посмотрел, пустые ящики с клубникой, полные ящики и быстро сложил 2 и 2. Работка не пыльная, но вы только посмотрите, насколько медленно наполняется этот чертов ящик. Ради всего святого, за то время, которое ты собрал 1 ящик, моя покойная мать собрала бы уже 4. Надо же, он живой. Я продолжил рвать эту клубнику, попутно выслушивая его бесячие наставления. Черт возьми, ночь наступит, пока ты закончишь. Моральное унижение от мужика с усами и правда дали результат. Не прошло и минуты, как я ускорился. Ради всего святого, за то время, которое ты собрал 1 ящик, моя покойная мать собрала бы уже 4. Да ё-мой, может потому она и умерла? Заметив, что ящик больше не наполняется, я понял, что это финал. Минут 5 реального времени прошли не зря. Сначала деньги мне не дали, так что, исходя из логики, я кинул ящик в стопки. Надеюсь, он не пропал. Сколько? Вот это так честные деньги за честную работу, блин. Я погнал дальше, без проблем почти, выехал сначала на просто асфальтированную дорогу, а после уже и на полноценную двухполосную, где почувствовал себя гораздо увереннее и довел тапку в пол, ловя параллельно гипноз из-за текстур дороги. Подумал, что пропустил поворот, и хорошо, что подумал, ведь как раз за ними раскинулся поселок. Сразу же в глаза бросилась заправка и... Магазин Таймо. Я не мог не заметить, что у персонажа очень выросла шкала жажды и уже присматривался к полкам. Концентрат сока звучало как то, что надо разбавлять с водой, а вот обычный взять не удалось. Случайно добавил в кассу кофе, но смог его удалить на правую кнопку мыши. Чипсы берем, ну ящик пива дороговат, конечно, а из чего-то попить нашлось только молоко. Но хрен бы с ним, давай, дед. Вот так уже немного лучше, но стоило сожрать пачку чипсов, как жажда вернулась. Я был уверен, что где-то тут можно попить из колонки, когда-то видел что-то подобное, но побоялся тратить время, чтобы не умереть, и, присев на пластиковый стул, начал распивать молочку одну за другой. Вдруг откуда-то недалеко послышалась музыка и какое-то бормотание. Магаз оказался уже закрыт, хотя двери как были, так и остались нараспашку, а местом, откуда исходил шум, стал местный паб. Продавец тупо перешел из одной комнаты в другую, но здесь уже появились первые клиенты. Так, ну глядя на жажду и стресс, я, наверное, пивка возьму. Давай, продолжай. Разбей эту жизнь в дребезги. Мужики, можно к вам? Те двое что-то бормотали, я ни черта не мог разобрать, просто пригубил бутыль пивка и с интересом наблюдал, как правая рука одного из алкашей живет своей жизнью. Бахну, пожалуй, еще одну. О, кажется, я начинаю понимать, о чем говорят эти двое. Видимо, пивко начало действовать. С большим удовольствием посидел бы еще, но лучше теперь просто кофе. На дворе будто бы уже успело потемнеть. Я на автомате хотел открыть карту, но немного не получилось. Да катись ты отсюда нахуй. Оказалось, я могу еще бить и выставлять руки вперед. Если правильно помню, это чтобы толкать технику. Хотелось еще по городу порыскать, но уже и правда слишком поздно. Вот бы обратную дорогу не забыть. Фух, ну вроде не забыл, правда ехал так долго, что уже начал сомневаться. После этого приключения я даже как-то подустал, так что сразу по приезду завалился на кровать. Это пиво буквально везде. Так, прикинем итоги первого дня. Чуть не убился на мопеде, пахал, чтобы в итоге заработать 40 евро. Неплохо, но в итоге я ведь все равно ушел в минус. Мне нужна была пара минут, чтобы понять, что делать со всем этим перечнем потребностей. Опа, слушайте, а кто пиво выложил обратно? Непорядок, хотя ящик по итогу снова был целым. Так, с жаждой и голодом все понятно. Неопрятность поправлялась в душе, который все-таки работал, я просто тогда не на то нажимал. Ну и параллельно с душем нащупалась новая кнопка малой нужды. Вот такое вот совпадение. Остался по сути только уровень стресса. И я подумал, что с этим мне как раз таки и поможет парилка прямо под боком. Набрал воды, нащупал 2 переключателя, и судя по стрёмному гулу, эта хрень заработала. Насколько я знаю, надо воду на камни лить, чтобы все тут паром заполнилось, но как бы я ни крутил переключатели, чёт ни черта не получилось. Снова полез в настройки, мало ли что мог упустить. И правда ведь нашел возможность ругаться, почему-то не привязанную ни к какой из кнопок. И хоть я только догадывался, что нецензурная брань должна как раз таки снижать уровень стресса, мои догадки быстро подтвердились. Хоть и снижался он довольно медленно.
Да какого хрена? Сука, да чтоб тебя, блин! Да блин! Ай, да чтоб тебя! Боже правый! В мои ближайшие планы входила работа на клубничном поле и, очевидно, заправка. Я тут же вспомнила канистры рядом с трактором. Вот только здесь прямо писалось, что это канистра с дизелем. И хоть я в технике не разбираюсь от слова совсем, но даже мне было ясно, что в мопед дизельное топливо лучше не лить. К счастью, в гараже стояла такая же, но уже с бензином. Вот только как заправить это корыто? Я крутил-вертел канистру любыми возможными способами, нажимал кнопки мыши, пытался попасть по горлышку бака, просто переворачивал ее вверх ногами и нажимал кнопку взаимодействия. В итоге у меня не вышло совершенно ни хрена. Ну вот, опять! Не оставалось ничего, кроме как принять эту данность и погнать работать с тем, что имеем. Голод донимал меня не слишком сильно, жажда поправилась у домашнего крана, хоть и весьма странным способом. Можно было отправляться. Сегодня за рулем я чувствовал себя уже чуть более уверенно, ровно до тех самых пор, как заметил что-то странное. Газулька начала отказывать, издавая характерные паузы в оборотах движка. И случилось как раз то, чего я боялся. Проклятие! В баке закончился бензин. Из приятного я очень долго катился на холостом ходу, до тех самых пор, пока руль не повело и я просто не упал. А из плохого теперь мне придется тарабанить на своих двоих до самого города. Хорошо, хоть мопед был достаточно легким, чтобы нести его в руках. Идти было очень далеко. Через 2 минуты реального времени я добрался до плантации с клубникой, через 5 до автострады, и здесь я понял, что хитрый разраб учел то, что я несу на своем горбу мопед, и очень быстро шкала жажды и усталости заполнилась. Придется, наверное, его бросить. Да катись ты отсюда нахуй! Все это время была в настройках еще одна занимательная опция. Можно сигналить проезжающим машинам. Вот только у меня так и не получилось. А чтобы утолить жажду, что уже было критической, подул к озеру в надежде на то, что получится отхлебнуть воды прямо оттуда. Кишечная палочка, диарея, какие-то паразиты. Неважно. Это про этих там. Сейчас я должен был просто не умереть. Не, это не работает. Блин, стойка, а как там меня учил Bear Grylls? Мне даже ачивку дали. А вот жажду утолить, к сожалению, так и не получилось, так что считай, мочи напился зря. Через 16 минут беготни с постоянно повторяющимися матами я таки попал в город. Боясь умереть из-за жажды в любой момент, я первым делом залетел в магазин и купил остатки молока, а еще нашел топливо для двухтактных двигателей, и как только его увидел, сразу, понял, что именно этим дерьмом, скорее всего, и нужно заправлять мой мопед. Взял и пачку сиг, ибо уже задолбался материться везде и всегда, а сиги должны получше сбрасывать стресс. Оказывается, в город можно было бы и просто на автобусе рейсовом доехать. И поскольку молоко не помогло мне напиться, я побегал по округе в поисках воды. Не знал, где именно находится колонка с водой, но что где-то она точно есть, был уверен. К счастью, долго ее искать не пришлось. Ух, конечно, получше, чем моча. Еще минут через 10 я доковылял обратно к мопеду и начал пытаться его заправить. Да ну ё-моё. Жесть, может хоть на асфальте ровнее. Блин, он там хоть живой? Да катись ты отсюда нахуй! Провозившись пару минут с этой бесячей штукой, я таки понял, как это делается. С пластиковой канистры можно было даже крышку не снимать, а просто перевернуть и поднести к горлышку бака. Чтоб добро не пропадало, надо было канистру забрать домой. И чтобы это провернуть, мне пришлось сперва завести мопед, потом встать, схватить канистру и сесть обратно. Вот это я понимаю реализм. Ехать домой с канистрой за пазухой, перекрывающей половину обзора. Но клянусь, добравшись наконец-то до дома, я был самым счастливым человеком в этом мире. Оценил расход топлива, в принципе сойдет, и услышал телефонный звонок. Привет, это бабушка. Не мог бы ты принести мне немного рыбы? Черт, бабуля, мне бы самому тут как-то выжить. Сколько там уже время? Чего? 8 утра? Я надеюсь, что это просто часы остановились, потому что задолбался я на целые сутки вперед. Проснулся в 6 утра и собирался собирать клубнику, прихватив с собой перекусить. Но случайно сожрал еду, в этот раз заметно увереннее чувствовал себя на колесах и даже без падений добрался к месту. Шаловливые усики так и сидят за столом, как ни в чем не бывало, а мне предстояло очень сильно потрудиться. Сегодня я работал заметно быстрее, чем в первый раз, но эта работа была чертовски долгой. Для наполнения одного ящика надо было сорвать около целой сотни ягод, и моего самоуважения хватило только на 4 таких. А, так тебе этого было достаточно? Ничего, оставь себе на сладости.
но я еще даже и близко не подозревал, с чем столкнусь буквально через 10 минут. Вернулся домой изначально не зная, чем же заняться, не считая сборки машины, конечно. Этот ад я хочу оставить на потом. Ну вот так поворот, работа нашла меня сама. У тебя же есть трактор, так что можешь привезти тюки сена на мою ферму. Ну, это уже звучало гораздо интереснее, чем сбор клубники, вот только если где брать тюки я еще примерно понимал, видел их на пути в город, то вот где сама ферма... Неожиданно и случайно навелся на дротик, и если раньше считал, что на них просто держится карта, теперь стало ясно, что это точки моего назначения. Ферма была где-то за городом, где тюки лежат я знал, только утолил жажду и можно было собираться. Фух, блин, надеюсь это будет попроще долбаной клубники, а то я чё-то задушился. Так, а где тут бак? Надо бы сразу топливо залить. Канистру я сразу вкинул в кабину, чтобы в городе заправиться заодно, а потом сел за руль. Не понимал, почему эта игрушка дьявола не заводится. Судя по датчикам, все было в норме. Стоит ли говорить вам, что здесь было очень много рычагов для взаимодействия, я тыкался во все, что только можно, пока мой взор не увидел ручку дросселя. Изначально я не знал, что это вообще такое, или по крайней мере не помнил, но когда увидел, что она плавно регулируется, меня осенило. Я не с такой семьи, я с простой. Так что в жизни мне приходилось не только ковыряться в земле разными фалообразными штуками, но и самую малость посидеть за рулем всякой разной техники. И хоть лично я этим не пользовался, но не один раз видел, как мой брат это делал, особенно когда нужно было подкачать колеса. Эта штука регулировала скорость оборотов, ну или количество пропускаемого топлива, от чего увеличивалась или уменьшалась скорость работы двигателя. И вот, маленько потянув его на себя, зажигание эту малышку уже запустило. На минуту я почувствовал себя как в кабине самолета с кучей переключателей, но все было гораздо проще, хоть вместе с теми и крайне непривычно. Передачи по-прежнему переключались стрелками, и спасибо игре, что хотя бы ради подсоединения прицепа не пришлось вылезать из кабины. Вот только пока что я повернул не к полю, а к своему дому. Чтобы лучше работалось. Вождение в этой игре было отдельным видом кайфа, все было проработано, датчики топлива функционировали, стоило только врубить повышенные передачи, и я словно вернулся в детство. Правда, ехать пришлось раза в 2 дольше, чем на мопеде, и работка, должен сказать, тоже была не подарок. О, а вот и тюки. Я отсоединил прицеп, медленно протиснулся на сиденье, от чего меня чуть позже начинало уже пригорать, и с помощью вот этих двух рычагов пытался подцепить тюк. Здесь все было чертовски просто, один рычаг поднимал и опускал раму погрузчика, а второй сами вилы. Вот только, как бы я ни старался, именно что подцепить этот скользкий комок сена у меня не получалось. Изнутри не было видно, насколько хорошо или плохо я опустил эту конструкцию, и еще не один раз пришлось вылезать и забираться обратно, чтобы наладить все хотя бы примерно. Я узнал, что эта анимация и правда отвечает за толчки, но тюк все равно скатывался обратно. Подмога пришла откуда не ждали. Да ё-моё. Спустя несколько минут возни у меня таки получилось, и я крайне осторожно начал сдавать назад. Прицеп оказался немного выше, чем я думал, и... Ё-моё, что делать-то? Фух, с горем пополам у меня как-то получилось загрузить первый тюк. Прошло каких-то жалких 5 минут, а ведь это было только начало. Не без труда, но в этот раз и без ящика с пивом я смог закинуть второй. Немного его передвинуть, ибо еще один сюда влез бы точно, ведь чем больше привезу, тем больше мне заплатят, очевидно. А вот с третьим пришлось повозиться. Адская работа, скажу я вам. Третий тюк стал последним. У меня уже не было ни сил, ни желания ковыряться с этим дальше и рисковать. А то вдруг случится какой-то баг с коллизией, и все это добро куда-то улетит. Это мы проходили, это мы знаем. Загрузив топливо для трактористов в кабину, я подцепился и погнал в город на ферму, не один раз по пути оборачиваясь, чтобы проверить, не потерял ли я чего по пути. Ехать было очень далеко, у меня впервые за очень долгое время заболел палец из-за того, что нужно было беспрерывно давить на газ. Выкрутил дроссель на всю катушку, ожидая, что трактор теперь будет ехать сам, но, видимо, это была именно что подача топлива, а не обороты, потому что без ручной прогазовки трактор продолжал еле пыхтеть. Уже поздним вечером я заехал внутрь города, понял, что ферма находится за ним со стороны шоссе, и понял это неправильно, потому что через минут 10 пути ничего похожего на ферму мне не попалось. Бля.
Нервишки потихоньку начинали сдавать. Возвращаться назад я не хотел, чтобы случайно не умереть от голода или усталости, а меня еще постоянно дергали и приходилось отходить от компа. А эта гребаная финская игра еще и не ставилась на паузу, пришлось в тупую бросить все на некоторое время. Спустя еще какое-то невероятное количество времени я все же доехал домой. Судя по тому, что уже начало светать, скоро придет утро. Мне казалось, что я уже ненавижу эту игру всей душой и сердцем, но что-то не позволяло ее бросить. Настало утро 5-го дня, запасы еды кончились, придется ехать за продуктами. Причем как можно скорее, потому что мое утро настало аж в 2 часа дня и надо бы успеть, пока магаз вообще не закрылся. А вот, собственно говоря, что я и перепутал. Вместо точки за городом поехал дальше. Я сохранился на всякий случай и погнал в город на тракторе. Топлива оставалось мало, но я уверен, что хотя бы в одну сторону его хватит. Нужно постараться доехать туда быстрее. Опа, это что такое? Надеюсь, меня не примут. Я надеялся, что меня даже не будут останавливать, но, даже не помня ровным счетом ничего из ПДД, поднятая табличка явно означала остановку. Я притормозил и подошел к мужику, не глуша трактор. Тот протянул мне алкотестер, и я уже даже не помнил, выпивал ли я вчера или сегодня. Нет. Думаю, вместо того, чтобы просто сосать, ты реально сосешь в чтении. Что? Пошел нахуй. Так меня, конечно, еще не оскорбляли, сосешь в чтении, но спасибо, что предупреждением отделался, теперь-то я понял, чего мне стоит опасаться, и у грунтовых дорог появилось небольшое преимущество, вряд ли менты будут стоять там. Темнеть начало как-то слишком рано, но снаружи все еще было видно, так что я особо никуда не спешил. Проверил, как работают колонки, зашел в магазин взять себе еды и... Эта гнида просто ушла в соседнее помещение. Мне не хватило буквально минуты, чтобы скупиться, пришлось переться в кабак и утолять свой голод здесь. Ну а цены тут тоже были повыше. Через минуту мужик принес мне похавать, и я даже не представлял, что вместе с закрытием его магазина перестанет работать и заправка. Это было фиаско. В тракторе топлива почти не осталось, и осмотревшись вокруг, мне пришлось быстро что-то решать, иначе придется переться домой пешком. Я решил попробовать добраться домой на автобусе. Заплатил 25 марок и ждал, пока мы тронемся. Кроме этого чудаковатого типа, здесь больше никого не было, а водила, постоянно поглядывающий на меня в окно, уже начинал напрягать. Да ты мне не интересен, отъебись. Засунь себе этот палец знаешь куда. Упс. В пути я вдруг неожиданно почувствовал, словно вернулся куда-то в прошлое, в момент, когда я каждую неделю ездил на учебу, при этом дрыхнув всю дорогу. С точки зрения современной игровой индустрии, эти моменты и вовсе, наверное, могут показаться чем-то прям лишним. Сидеть и ждать, пока доберешься домой, вместо того, чтобы за секунду совершить фаст-тревел. Но я в этот момент и правда зачилился и растекся в этом ламповом и малость странном моменте. Дешевое простое пиво, как пламя душу нам грело. Как круто, что мы молодые, делимся тем, что наболело. Помню это лето в деревне, помню все бессонные ночи. Но скажи мне, что я наделал, раз проклят вот этим вот корчем. Когда мы вроде как доезжали примерно к месту, где мне надо вставать, я понял, что не могу подняться. Нащупал кнопку запроса остановки и через полминуты понял, что немного рановато ее нажал. Но, к счастью, мужик потом сам встал на нужной остановке. Эх, зря я тогда с ним так. До дома все еще было далеко и доходило до того, что я ориентировался сугубо по линии электропередач. Темень была такая, что вообще ничего не было видно. Я надеялся, что подсвечу себе путь сигаретой, но увы. Пришлось ползать в темноте и тупо тыкаться в стены, надеясь нащупать дверную ручку или хотя бы выключатель. Счетчик всю ночь крутил мне лишние киловатты за оставленный свет. Я принял по барику душ, как обычно, и собирался уж двигаться в город, как услышал о новой порции работы. Теперь к бабулиной рыбе и тюкам сена добавилась еще и доставка дров. Черт, а я ведь даже с тем еще не разобрался. В город я летел на мопеде, много всякого интересного увидел на пути, в том числе этого странного типа. Я клянусь, вижу его уже не в первый раз и понятия не имею, что мужик забыл в лесу. Да не уж, стой. После неудачного приземления, мое сохранение, к счастью, осталось целым, но сам я появился у городской церкви. Может, это, кстати, к лучшему. А может и нет. Да, видимо, заправка — это часть этой конторы. Тут мне не оставалось ничего, кроме как ждать, и скрасить момент ожидания помогла доска объявлений.
Какой-то фильм или постановка с полицейскими, субботние танцы поздним вечером и, видимо, тут есть и работающая станция с музыкой для радио. Уже и автобус приехал, а магазин все никак не открывался. Даже после появления продавца пришлось еще подождать, но зато после я наконец-то плотно скупился. Послушай, у меня тут есть работенка как раз для тебя. Доставь-ка каталоги нашего магазина местным жителям. Ой, не, мужик, я и так еще свое дерьмо не разгреб, не хватало за новую работу браться. Пакет я кинул в кузов и сразу же заправил и канистру, и сам трактор. Это дело обошлось мне почти в 300 марок, и как я думал, магазин и заправка были связаны так, что расплатился прямо на кассе. Оторабанил наконец-то тюки на ферму, хотя бы с ее нахождением мне повезло. По тюку, что уже лежал под навесом, понял, что мне именно сюда. Были небольшие проблемы с разгрузкой и с законами физики. Пришлось себе немного помочь и самую малость протаранить гребаные тюки. Местный фермер не дал мне ни денег, ни сказал, сколько именно ему нужно тюков. Но глядя на то, сколько я угробил времени на доставку только этих троих, вертел я эту работу, какой бы прибыльной она ни оказалась. Увидел на пути беседку, похожую на ту с объявления, какой-то финский West Coast Customs, недалеко от него и лежал мой железный конь. Блин, он же придурок. Я был самую малость расстроен тем, что ни черта здесь у меня не получается. За тюками 3 суток ездил, только соляру спалил, с клубникой каторжная работа, дающая копейки. Про сборку машины я пока вообще молчу, даже не представляю, как это делать. Был шанс разобраться хотя бы с дровами. Какого-то черта топор проходил насквозь, и расколоть полено получалось только какими-то странными костыльными способами. И что же-то у меня ничего не получается? Ну, хотя бы еда на выходные есть, но сдаваться так и так нельзя. Так, собрались силами, если не выходит, значит я что-то делаю не так. И на самом деле так и оказалось. Хитбокс был немного смещен вдали, и всего-то и нужно было стать от бревна чуть подальше. Работка была не пыльная, знай себе, маши колуном да таскай дрова. Считай, чуть более усложненная версия сбора ягод. И хоть длилось это все, конечно, довольно долго, уже к вечеру у меня был полный прицеп дров. И следующим утром с первыми лучами солнца я уже летел сдавать это задание. Заметил какие-то ленточки, как будто в каком-то триллере обозначают место преступления. И хоть не сразу, но я понял, что это такое. Это гребаные гонки, видимо они проходят в субботу. Лишний повод ускориться, то еще кто-то влетит мне в бок. Как же неудачно, что это дерьмо было именно сегодня, но работаем с тем, что имеем. Я нашел дворик своего клиента, какая-то финская версия Мистера Биста. Да еще и смотрит на меня как-то странно. Эй, мужик, смотри, шею не сверни. За неимением вариантов я вывернул дрова прямо в его дворе. Ё-моё, мужик, чалом бью, ну ты, конечно, и красава. Я надеялся, даже не знаю, на 500, быть может 1000 с учетом расхода топлива, но 3200 это было очень щедро. Вау, а ведь жизнь, похоже, все-таки начинает налаживаться. Возвращался домой я уже в отличном настроении, потому что наконец-то смог сделать хоть что-нибудь, и как минимум от голода я теперь точно не помру. Оставил трактор чуть дальше у тропы, и вот уже в который раз, заметив почтовые ящики, решил наконец-то в них заглянуть. Видимо, в том доме с подарками правда кто-то живет, раз их тут 2. А вот мне пришла какая-то брошюра с компьютером за 6500. Хоть сейчас бы купил, да денег нет. Ну и письмецо со счетами за электричество. Значит, счетчик, наматывающий круги, здесь и правда работает. Не знаю, что уж я нажал, но счета за свет вывалились с рук в виде запечатанного конверта, и я понял, что надо его как-то отправить. Ну, почтовый ящик точно был прямо у того магазинчика, это я помнил наверняка. Так что хлебнул воды и решил сразу же отправиться в путь. День еще только начинался. Кажется, в первые дни я краем глаза видел какой-то объект у озера с этой стороны. Что-то там явно выделялось на фоне темной воды, и, к счастью, прямо у берега стояла лодка с запасом топлива и готовая к работе. Это и правда был отличный способ добираться в город, напрямую через озеро, минуя все ухабистые дороги и ментов. Плыть, конечно, тоже было довольно долго, но тут хотя бы можно было сделать вот так и немного отдохнуть.
Моим главным ориентиром был храм Божий, и какой-то микродомик на микроострове тоже сразу бросился в глаза, хотя мне пока что было лень туда плыть. От причала к магазину было сравнительно недалеко, и глядя на вот это место для марки, я подумал, что может быть даже придется ее покупать, но на полках ничего такого не было, к тому же конверт вполне себе отлично залез в почтовый ящик и так. Я не знал только одного, положил я туда деньги или нет, не помню какая сумма была у меня до. Концентрат сока по итогу оказался, видимо, обычным соком, его не надо было ни с чем разбавлять. А я вернулся домой, немного побродил, да начал собирать свою ласточку. Пристрелите меня, пожалуйста. Начал, как говорится, с самого простого. Взял 2 фары и по щелчку мыши все было готово. Или нет? Оттуда все еще торчали болты, а это значило, что нужно было их вкручивать. К тому же подбирая под каждый отдельный болтик гаечный ключ определенного размера. И я бы затянул их, мне несложно, а вот лампочек в этих фарах все равно не было. До вечера все еще было далеко, так что я отправился на поле немного поработать. Гонки, видимо, все еще шли, типы стояли в разных местах и наблюдали за дорогой. Но, скорее всего, из-за уровня усталости работа шла раза в 2 дольше, и на больше, чем 1 ящик тратить свое время мне уже не захотелось. В гонке со скоростью ветра, в смысле пердежа, мой мопед и то быстрее. Забрал свои копейки, перекусил. В попытках приготовить это дело я случайно узнал, что в пачке колбасок несколько, и можно не лупить все целиком, а есть по одной, так даже сытнее. Привел себя в порядок, и я ведь помнил, что будет происходить субботним вечером. Уже через минуту гнал на всех парах на вечерние танцы. В небольших поселках и деревнях каждую неделю был как минимум 1 день, когда открывался сельский клуб, и все желающие после тяжелого дня могли влететь в здание клуба и отдохнуть, как говорится, и телом, и душой. А я ведь и сам провел все детство в деревне, буквально застал все это лично, и это было так кайфово вернуться туда, где уже не побываешь. А это тут откуда? Я гнал дальше, и чего только порой здесь нельзя было увидеть. Но если раньше какие-то стрёмные усатые мужики просто лазили по лесам, то теперь они лежали на дороге, причем явно не живые. Я не захотел останавливаться, мало ли что там может быть, да и вообще утешил себя мыслью о том, что возможно это какой-то баг, связанный с гонками. Те черти так гоняют, что вполне себе могли кого-то зацепить. А там на холме, видимо, и есть беседка. Черт, а ведь это буквально моя юность. Весь движ, видимо, был внутри, но меня привлекли эти крутые яйца, которые были слишком круты, чтобы танцевать, и умные ровно настолько, чтобы слушать свою собственную музыку на фоне музыки из клуба. Вот этот тип таки вовсе привлек мое внимание, смотрел на меня, да и стекло его машины было открыто. Я решил подойти поближе да поздороваться. Ну шо ты, дядя, как твое ничего? Слишком реалистично. Эта гнида вырубила меня, и проснулся я, увы, не ранним утром, а прям посреди ночи, когда не было видно вообще ничего. Речь о том, чтобы куда-то идти, не могло и быть. Я даже не знал, где я, пришлось просто ждать. Когда чуть посветлело, я подался в одну из сторон, при этом из ориентиров у меня была только та высоченная вышка где-то со стороны города. Буквально в минуте ходьбы я увидел поезд, если б не он, я вряд ли бы вообще заметил в этой темени, что тут есть железная дорога. Решил вернуться назад и попытаться понять, где же я нахожусь. Пытаясь вспомнить карту местности, у меня перед глазами появилось некое зеленое пятно с примерным обозначением дорог и огромного озера прямо посредине. Где-то тут железная дорога, а слева сверху деревня и телевизионная вышка. Учитывая, что я шел по тропе и видел ее с правой стороны, должно быть, находился я где-то аж вот здесь. Да какого хрена? Не знаю, как я мог оказаться прямо здесь. Получается, та усатая морда оттащила меня аж сюда. Я развернулся и очень быстро, благодаря знакомому полю с тюками, понял, что да, я в нижней части карты, сравнительно недалеко от дома. Сравнительно, потому что пешим ходом тут минут 15 топтать. Нашел еще одно тело, с ним даже можно было взаимодействовать. Скіфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Вот так оно обычно и бывает. Надеешься пойти потусовать, потоптать доски в клубе, может даже с кем-то познакомиться, а в итоге все идет по одному месту, и в главный выходной день ты должен переться на тракторе забирать свой мопед, если он вообще все еще там. Какие-то типы собрались тут и глазели на пустое здание, или это они надо мной поджать пришли. Здание это давно уже было закрыто. Вкинув свой Сонях в прицеп, я вдруг понял, что эти типы здесь забыли. Видимо, тут все еще идет та гребаная гонка.
туалет. Если раньше то, что эти разбросанные тела как-то связаны с гонкой, было только простой догадкой, то теперь... Теперь можно быть уверенным, что да, так все видимо и было. Еще был только обед, но я уже так задолбался, что хотел только одного – скипнуть поскорее этот грёбаный день. Ой, что это за пятно? Кодзима, это ты? Или может это... Швабры в доме я не нашел, так что плевать. Ну что, в выходные, как и полагается, отдохнул, пора бы за дело браться. На сегодня в моих планах было посетить тот одинокий миниатюрный остров. Топливо для мопеда закончилось, так что надо и в магаз заодно заглянуть. Плавание на лодке хоть и было максимально простым и скучным, но опять-таки можно было обратить это и в свою сторону. Положить на Клаву какой-нибудь мелкий предмет и самую малость его придавить. На крошечном острове, большая часть которого не была доступна из-за деревьев, находился такой же крошечный домик. Кирпичный мангал, фига себе, я таких даже не видел. Внутри можно было заночевать, так что это, видимо, и есть наша дача, о которой шлось в письме. Ну и была тут куча всяких полезностей. Фонарь, чтобы видеть в темноте, камера со стократным зумом без нейронок, дорисовывающих луну. Ну что ж, перейдем постепенно на стократный зум. Мы сейчас находимся на стократном зуме. Пакет с фейерверками, чайник для кофе и кружка для кофе. Все это добро выглядело весьма и весьма полезным. Я хотел забрать вообще все, пока не увидел это. Емкость для брожения пива и вина. Неужели мне теперь не нужны все эти ящики пива? Или более того, я смогу продавать это добро? Хотя, конечно, знать бы еще, как его варить. В итоге я решил не брать с собой весь этот хлам. И даже чайник взять, только если воду можно будет набирать лишь из-под крана. Все, он тоже остается здесь, обойдусь пока без кофе. Здесь тоже была парилка, это уже на дровах. О, неплохо, неплохо. Главное, чтобы всегда 9 вечера было. А тут еще как снег на голову сетка для ловли рыбы. В моей деревне такое добро называют верша. Кидаешь в воду и не знаю даже нужна какая-то наживка или нет. Так или иначе я пока не знаю где ее брать, так что пусть лежит, завтра проверю. В деревню я попал рано, магаз все еще был закрыт, а пластиковая бутылка из-под сока почему-то еще валялась, при том, что весь остальной лут пропадал на следующий же день. Чтобы не тратить время зря, я просто подул вперед, мало ли сколько всего интересного еще здесь может быть. Жилые дома были закрыты, а вот по тому зданию было видно сразу, что интерьер в нем есть. В пустецком помещении я нашел лишь записку с номером и подключением какой-то линии. А дальше находилась инспекция автомобилей. И еще из интересного вот этот двор очистной станции со здоровенным грузовиком, в который можно было залезть, но я не стал, чтобы не посадили на бутылку. Но, к сожалению, все эти здания были закрыты, ибо я правда прибыл сюда слишком рано. Бля, ну теории две, или это бассейн, где рыбок разводят, или дерьмо. Деревенька оказалась гораздо меньше, чем я думал, за этим знаком уже начинались поля. Стоп. Я не сразу понял, кто это летит на крыльях ветра. Фига себе, он мне даже помахал. Стало ясно, что это мой любимый продавец. Прошло еще минут 5 реального времени, и он открыл свой магаз. Бутыль я не стал куда-то девать, так что... И никто не заметит. На столе лежала квитанция на 6500. Судя по сумме, я тогда, видимо, заказал себе тот сраный компудахтер. Только вот почему в таком случае нельзя было и конверт оставить в своем же почтовом ящике, а везти его в город, непонятно. Эту проблему я мастерски проигнорировал, купил поесть, решил и батареек сразу взять, и предохранителей парочку, и даже 2 лампочки для машины. Ну а что, стоило это добро немного. Жаль, что канистра с топливом в пакет не помещалась, и мне пришлось сделать 2 ходки туда и обратно. Стоп, я сказал 2. С обратной стороны стеллажа увидел дрожжи и сахар, и вот ровно в этой степени я и был опознан на варке всякого спиртосодержащего, так что затарил еще и это. И как же славно, что я решил проверить топливный бак перед отплытием, оказалось, тот был почти пустым, и сюда тоже подошел бенз для двухтактных движков. Оторбанил покупки в дом, для вас это 5 секунд, а для меня минуты 3. И увидел последствия того, что я не уследил за своим стрессом. А-ля школьник, желающий показаться крутым, персонаж начал непроизвольно ругаться без повода и без причины. Ну шо, пора гнать турбодизель. Сколько нужно воды, сахара и дрожжей я не знал, так что решил набрать пол-ведра. Так сказать, пробная партия. Ну и вы поняли, кто все это будет пробовать. Так, а куда это? О, теперь понятно, зачем здесь этот бэкрумс в доме. Слив остатки топлива в мопед, в этот раз канистру я решил не выкидать, вдруг мне понадобится тара. А мое детище уже начало подавать признаки жизни.
Когда-то из невзрачной гусеницы оно превратится в бабочку и... Ну вы поняли. На следующее утро в ловушке на острове меня уже ждал улов. Я забрал рыбу вместе с сетью, чтобы не таскать щук по одной, и потарабанил их в дом, включил плиту и разложил их сверху, в надежде на то, что пройдет минута и у меня будет жареная рыба. Но чё-то как-то это не сработало. Я ждал довольно долго, где-то половину игрового часа или может даже дольше. В итоге хоть спустя минут 20 и начал слышать шипящий звук, но рыба так и не приготовилась. Дольше ждать уже просто некуда, так что я взял одну рыбину, сколько смог, и полетел к бабуле, которая просила привезти ей покушать. С местоположением я, слава богу, не прогадал. Кинул улов в пустой синий лоток, и пока собирался выпить чашку кофе, старуха начала говорить. Так у тебя есть девушка на примете? Тебе стоит найти одну, прежде чем они съедут в город. Начала, и этот неискончаемый монолог продолжался. Я только кофе хлебал, чтобы вынести отсюда хоть какую-то пользу. Но была и пара интересных моментов в ее разговоре, что заставили меня проснуться и продолжить ее слушать. Бабуля начала затирать о каком-то домике на берегу озера, куда ни в коем случае нельзя идти и играть там в карты с каким-то существом. По ее словам, отец той штуки обыграл ее в карты и был проклят, после чего сгорел в собственном доме. Ух, прям жуть, ёпта. А потом... бабка решила ультовать и начала свой монолог с самого начала. О том, что надо искать жену, о работе, о тех гопниках у клубешника, что дали мне в рыло. Рассказала, что у нас, оказывается, есть дядя, и он наработку может подкинуть. Но в остальном это в скобках беседа, ведь в беседе участвуют двое, продолжалось еще минут 5. Одни только разговоры. Бабка всеми силами делала вид, что так и надо, даже при том, что ее речь продолжалась настолько долго, что уже и рыба в лотке успела испортиться. Она продолжала заливать мне в уши разговоры о важном, как будто так и было задумано. И тут вдруг... Бери, тебе они вскоре понадобятся. Это что, я Добби теперь свободен? Слава яйцам, бабуль, слава яйцам. Я вкинул себе пару задач в блокнот, чтобы случаем чего не забыть, выбросил вторую рыбину и... Не знаю, как выглядит и воспринимается сам Аркар со стороны, но спроси меня, что я здесь делаю... Та, трохи життя живу, поглянь як тут. Я хотел бы в детство вернуться и забыть все эти проблемы, тишину и покой окунуться, на мопеде кататься без шлема. Эти пятки в темноте, уже утром, где все проблемы не там и не с тем. Те прогулки при луне, и мне не важно, кто где, ведь я с ней. Да, как видите, я решил заняться гребаными тюками, из-за которых в самом начале у меня опускались руки. И знаете, я в очередной раз понял одну простую истину. Иногда для того, чтобы у тебя все получилось, всего-то и нужно попробовать еще хотя бы раз. И рано или поздно очередная попытка будет удачной. Для меня такой и стал вчерашний день, за который я поднабрался опыта и научился грузить тюки гораздо быстрее. Но если все-таки чуть попредметнее, то сначала максимально ровно подгоняем тракторище к тюку, и весь секрет оказывается прост. Нужно поднять вилы в крайнее положение и только после этого опускать погрузчик. Как только трактор начинает задирать нос, чуть-чуть поднимаем погрузчик, и как видите, вилы находятся в идеально ровном положении. Конечно, иногда все же бывают осечки. Но вместе с тем я хоть и начал работу в обед, но успел не только заправить и выгрузить тюки, но еще и... Ой, не то. Еще и 3 лишних тюка рядом с фермой погрузил и выкинул, возвращаясь домой по итогу в уже привычное время. Эх, ведь атмосферно шухана. Там еще пацаны в футбик гоняли, надо будет к ним заглянуть. Ну и само собой на фоне своих успехов я решил потратить следующие несколько дней, чтобы добить работу с этими тюками. Захватил пиццуньку перекусить и подул на поле. А, тут уже нет тюков. Я доехал до самого города, поглядывая по сторонам, но ни одного так и не увидел. Пришлось дуть прямо на ферму и дозагружать те, что остались. И знаете, все было так довольно неплохо. Я без особых трудностей закинул первый, второй, на соседнем поле третий и даже четвертый. Хотя над тем, как его закинуть, пришлось, конечно, подумать. И вот он, я через пару минут возвращаюсь, довольный, на ферму. О, дороги. Я ведь не один это услышал. Обернулся на то место, но деда там вроде не было. Авось он просто пропал, когда столкнулся с коллизией прицепа. Залез обратно в трактор и... Дед, ты там живой? Ё-моё, конечно же нет.
А ведь еще буквально минуту назад он со мной здоровался. Я не знал, что мне делать, до последнего надеялся, что он просто исчезнет и зареспавнится на следующий день. Нужно было что-то делать, если те менты это увидят, то меня точно набутылят. Я и пытался вытащить тело руками и стряхнуть его, поднимая прицеп, но дед мертвой хваткой вцепился в забэгавшийся хитбокс прицепа, и, видимо, уйдет он отсюда только после того, как меня все-таки набутылят. Через 5 минут я дал по газам. Хорошо, что к дому вела проселочная дорога, на которой, я думаю, стражи правопорядка ездить даже не будут. Хоть мне было чертовски жалко старика, но он сам влез в тот долбанный хитбокс. Ну видел же, что я еду. Прямо на скорости пытался деда стряхнуть, мол, знаете, нет тела, нет дела, но тело все-таки было. Дед с того света наблюдал, как я тщетно пытаюсь уйти от ответственности. Ну и в общем, как бы я ни старался, сколько бы ни дергал рычаг гидравлики, так, короче, с дедом домой и приехал. Что уж тут поделать, я завалился на кровати, проснувшись, когда еще не успело посветлеть, понял, что в доме не работает электричество. Поскольку за свет я, кажется, тогда заплатил, то полез смотреть на счетчик. Может, пробку выбило или еще что. Вдруг услышал стук у входной двери и... Добрый вечер. Не знаю как, но о случившемся стало известно. Видимо, дед, который сам по глупости буквально вошел в мой прицеп, сейчас смотрит с того света и радуется. Эти два черта инкриминировали мне предумышленное убийство и засадили на 10 часов, дней, лет, может быть. Да шучу я. Я появился в тесной каталажке, и вроде тут ничего тогда же. Радио, телевизор с одной единственной передачей про гонки, да, не знаю, вот этот выключатель. У микрочелика была высокая жажда, и чтобы не скопытиться, я решил пойти на страшное. Других идей в голову ко мне не пришло. Блять, меня сейчас вырвет нахуй. И вроде ничего здесь так досуг было чем занять, 2 минуты, но что дальше? Я уже и от пола отжимался, кстати, зацените какие наколки, и готовился к бою с тем мудаком на спортивной тачке, и даже пробовал играть в Assassin's Creed. Через некоторое время ко мне в камеру закинули поднос с обедом. Борщ с капусткой, но не красный. Какой-то непонятный салат, хлеб с маслом и стакан молока, который утолил полную шкалу жажды. Видать, я мог не опускаться до того, чтобы пить из унитаза. Я лег прикорнуть и понял, что сидеть мне тут 10 игровых суток, а одни такие в пересчете на реальное время длились 2 часа. Мать твою! И хотел бы сказать, что разработчик заготовил здесь разнообразных механик и развлекаловки на 20 часов реальной жизни, но... Нет. Это было суровое и беспощадное время, за которое я мог успеть задуматься над тем, что совершил, ну а в целом, пока шел срок, чего только я не успел переделать. Перетаскал дрова, поиграл на стимтеке, посочувствовал брату, которому кроме кучи своей работы предстояло еще помогать мне собирать Сацуму. Единственная фактическая польза, которую принесла мне отсидка, в последний день перед выходом отсюда я скурил несколько оставшихся сиг, чтобы загробастать себе новую пачку, а потом, наконец-то, предвкушая свободу, прикорнул спать в последний раз. Меня привезли тем же рейсовым автобусом, но вот сразу же сесть на него, чтобы вернуться в родной дом, у меня не получилось. Наконец-то заметил, что прямо на остановке все это время висело расписание рейсов. Черт, и почему я не пользовался этим раньше? А, да, потому что у меня даже часов нет. Косплею Мезозой, ориентируюсь по солнцу. Я пил воду и вдруг понял, что за эти 10 дней ничего не деланья я словно малость забыл, как играл до этого. Если перевести игру в жизнь, то я словно забыл о том, каким человеком я был, и словно лишился частички себя. Судя по солнцу, еще было раннее утро, магазин закрыт, так что оставалось только ждать его открытия. Тут мне даже немного грустно стало, ведь из-за решетки я вышел, но здесь меня даже никто и не встретил. Одновременно с продавцом сюда прибыл и автобус, в чью пользу я и сделал свой выбор. Черт, надо было мне тогда не торопиться и уступить дорогу сумасшедшему старику, что впечатался в прицеп. После всего случившегося я уже сомневался, что в этой игре есть такая вещь, как респаун NPC. От остановки бежать все еще было очень далеко и долго, а потребность в еде уже достигла критического значения. Но не переживайте, умер я минут через 10 уже от жажды. И появился в итоге, да, снова в центре поселка. Снова автобус, снова ходьба, даже не знаю, возможно в этой игре перманентная смерть была бы более милостивой. Но в этот раз я затарил заодно немного еды и ждал свой автобус вместе с набитым пакетом.
А по итогу он мне, даже не пригодился. Недалеко от дороги я заглянул к паре одиноких домиков, где попил воды из колонки, да и в целом старался в этот раз не бежать, а идти в надежде, что жажда не достанет меня так быстро. Пришел уже под вечер, ёпта, ну и конечно же в доме по-прежнему не было света. Счета-то некому было платить. Молоко скисло, хорошо хоть еда еще не пропала. На всякий проверил пробки, но тут все ок, вроде бы. А вот в почтовом ящике нашел сразу 2 платежки, одну за свет, а вторую за телефон. И я не знаю, что я прошлый раз нажал, что пришлось нести конверт в город, в этот раз я оплатил все, не сделав ни одного лишнего шага. Эх, да, уже представляю, как будут рады родители, когда узнают, что я человека сбил, да с рук мотал. О, кстати, а что там квест? Он все еще был активен, и это правда вселило небольшую надежду на то, что... так может тут дед все-таки живой? А потом я обратил внимание на шум холодильника и понял, что в доме горит свет. Ох, и быстро же платежки прошли, хоть что-то в этой игре бывает легко. Вернувшись наконец-то к нормальной жизни, мне хотелось занять себя чем-то полезным, поработать, подзаработать. Взяв пустую канистру в руки, я вдруг вспомнил о своем пойле. Ух, ну за 10-то дней это уже, наверное, не просто брага, а какой-то волшебный эфир. Хотя на вид, конечно, так себе. Я пытался набрать сначала канистру, а потом залить в нее, как заливал топливо в бак, и... я тупо все вылил. Здравствуй, это Тейма из магазина. К тебе тут пришла посылка. Ой, нет, это кто-то прикольнулся и заказал на мое имя, я тут ни при чем. Погнал посмотреть на ферму, нет ли там деда. То, что задание не пропало с карты, подарило мне надежду. Я выдавил газульку на максимум и летел к ферме, попутно осматривая разные дома. Ничего особо интересного я не нашел, только вот этого челового типа встретил. Хочу быть как он. И как же я был счастлив, когда увидел этого мужика в кофте, похожей на банку сгущенки. Тюки никуда не пропали, и значит, что можно будет снова браться за работу. Класс. Конечно, тут появляется вопрос, а за какой хрен я тогда вообще отсидел, если дед по итогу живой? Все-таки на бутылях. Но лучше так. Я был реально рад, что этот бородач вернулся с того света. В очередной раз, проезжая мимо местного West Coast Customs, я увидел, что эта крутецкая тачка даже открыта. Внутри мастерской сидел мужичок, предлагающий, как я понимаю, разные запчасти. Но мне хотелось покататься на этом чуде с безвкусным зеленым салоном. Может и к лучшему, что здесь ключей не было, представляю, как бы я горел, если бы снова оказался за решеткой. Позже подъехало еще немного работки, да и неплохой, доставка дров. Через пару минут позвонила и бабуля. Не мог бы ты принести мне немного рыбы? Я был настолько рад человеческой речи, что сразу же подул к озеру. Думал, что за 10 дней ловушка была полна рыбы, но поймалось только 2. А бабуля в итоге маленько подвела, наверное, появится тут только завтра. Я еще разок заглянул в дом с ужасами, не представляя, что мне со всем этим делать. Но было немножко и хороших новостей. Я нашел здесь мангал. Уверен, что эту штуку точно можно будет применить, потому что я видел в магазине уголь. Проснулся еще до рассвета, в магазин явно можно не спешить, так что сразу же взялся за рубку дров. В этот раз справился маленько быстрее, еще и парочка осталась для поленницы. Что дом со стрёмным существом надо будет проверить. Магазин был закрыт, но сзади стоял велик, а значит продавец уже приехал. Во. Взял немного больше топлива, хавки на выходные, а вот дрожжи и сахар на второй заход самогонного дела уже пропустил. Какой с него толк, если я не знаю, как ни варить, ни что с ним делать дальше? Жонглируя товаром, я добрался к лодке, заправил опустевший бак и прибыл домой. О, смотрите, простой человый парень, который просто любит гулять. Ну все, теперь с голоду не помрем. А вот куда дрова тулить я пока не понял. В мангал они не влезали, ну по сути оставалась только парилка, но отдыхать было некогда. Доставил бабуля еды, сегодня уже она сидела здесь, но вот кофе в этот раз мне не досталось. И даже несмотря на то, что рыбы я ей принес втрое больше, и та даже не успела пропасть за время разговоров, заплатила бабуля мне только на 20 марок больше. Ну ничего, мне на самом деле не жалко, вот бы еще эту рыбу поджарить как-то, я бы и сам ее съел. Отвез дрова, вот с этим типом работать было приятнее всего. Финский мистер Бист денег не жалел, и у меня уже было почти 8000.
Спать ложиться вроде было рано, 9 часов только, я решил в очередной раз заглянуть в гараж. Ну, чё тут, как я понимаю, сборка должна начинаться с рамы. Как пользоваться домкратом я знал, хоть это я знал, и, судя по размеру, вот эта вот штуковина мне и была нужна. Правда, лепилась она не сзади, а спереди. Я даже с ключом угадал, но только в этот раз. И знаете, вроде бы все было не прям и сложно. Вот детали, которым есть приставка задняя, значит именно оно мне и надо. Только вот казалось, что здесь чего-то не хватает. Я смог установить бензобак, а вот что касалось задней подвески, хрен его знает. Скорее всего, здесь тоже нужен подрамник. Только в гараже-то его не было. На столе лежал каталог, да еще и с кучей страниц, дорогущие приблуды, но сразу ясно, что моя Сацума в будущем сможет стать не просто рабочей лошадкой, а раллийной тачкой. Это значит, я точно смогу не просто посмотреть, но и поучаствовать в тех гонках. Правда, пока все это было только в мечтах. Окей, рама, с которой у меня и так уже проблемы, а как собирать движок? Почесав затылок, я решил, что пора отдыхать. Раз с машиной без помощи у меня особо не задалось, то самое время браться за другую работу. Здравствуй, это Тейма, продавец. Как я понял, к тебе пришла доставка. Да ну ё-моё. Уже давно заметил, что в гостиной не работал свет, и поскольку в магазине лампочки были только автомобильные, то я полез к пробкам. Не знал, как определить, что одна перегорела, так что вытащил две и просто их сравнил. Внутри был сердечник-предохранитель, и как раз удачно, что я купил коробку запасных. Ну а другой работой была перевозка тюков. Что же еще? Взял с собой перекус, попить можно будет где-то у водоколонки, они тут много где раскиданы, как я уже заметил. В этот раз я сделал небольшой кружок по главной трассе, попутно посматривая по сторонам в поиске тюков. Нашел их довольно быстро и принялся грузить сразу все 5. Да, ну куда ж без такой дичи? Пришлось маленько импровизировать, и я не знаю, быть может так даже лучше. Надеюсь, я не разгублю их по пути, но даже так только третья повышенная. Черт, ну конечно, я забыл, это же снова суббота. Кажется, я понял, почему гонки здесь проходят только по выходным, потому что остальные дни эти дебилы в тюрьме срок мотают. А тут я еще вдруг осознал, как же мне везло все это время, что я встречаю этих придурков в таких местах, где их хотя бы объехать можно, а не, например, на мосту или у канавы. Выгрузил это добро под навес, еще и руками поработать пришлось, и нет, деду нужны были, видимо, все тюки на карте. По пути сюда я видел только один, правда уже вечер скоро, да еще и суббота, танцы. Эх, я все равно за ним поехал. Эх, кому гулянки, а кому работа. Вот многие говорят классно небольшим фермерам, зарабатывают кучу баблища, а на самом деле это просто чуловые мужики, которые с утра до ночи ковыряются сначала в земле, а потом в технике. Как я надеялся, последний тюк был в сарае, но, видимо, дед уже уходил спать, но не, я должен был его нагнать и узнать, сделал ли я свою работу или еще нет. Что ж, работа сделана. Вот твоя плата. Фух, какое блаженство. Не поймите неправильно, я был рад, 3500 это большие бабки, но я провозился здесь так долго и так много, что больше был рад тому, что работа наконец-то закончилась. Из беседки уже доносилась музыка, но я уставший и грязный вряд ли сюда как-то вписывался. Эх, если бы я мог хоть что-то сделать. Погодите, а я ведь могу. Докатись до отсюда. Пошел нахуй. Знаете, а ведь суббота все-таки задалась. У меня приподнялось настроение так, что я даже залетел на танцпол просто посмотреть, что тут да как. Мега чулово здесь было, перегруженная музыка с помехами из-за старых колонок, забавные танцульки пары и тех самых чуловых парней. Классно здесь было, жаль только мало людей.
Рядом с клубом я заметил пьяного мужичка с бутылкой водки, который начал что-то бормотать, прогонять меня отсюда. Я бы просто проигнорировал этого типа, но краем глаза зацепился за яркие часы, что сильно выделялись на фоне, и решил, что это будет настоящий поединок. Когда я впервые упал на свой зад, подумал, что мне конец, и это финал, но... Неважно, сколько раз ты падал, главное, сколько раз после ты поднимался. Ауф. Быстро я понял, что нет смысла бить, когда этот тип начинает ставить свой ультимативный блок, подкрепленный бутылкой спиртосодержащего, и что когда удар по-настоящему удается, то его круглая голова на это реагирует. Я все равно падал, но и понимал, что дело движется к финалу. Когда сначала с мужика слетела кепка, потом очки, и тут... Голиаф был повержен. Я сразу же увидел, что с пинчуги и правда слетели часы, так более того, я еще и бутылку водки увел. Щит, вот это я понимаю вечер субботы. А вот воскресенье, в этот день я хотел отдохнуть. Кажется, я это заслужил. Но, как это обычно бывает, появились новые проблемы. Оплатил счет за электричество, но что до этого, что после, в доме из кранов перестала течь вода. Что на кухне, что в ванной, при всем этом электричество было. Я уже и бегал, искал канализацию, думал, засорилась, в этой игре ведь есть говновоз. И пробки проверял, но ни черта не помогало. Пить воду из озера нельзя, так что мою жизнь сейчас спасало только пиво. Подул в город, чтобы посетить предприятие с ассенизатором, но в воскресенье здесь было закрыто все. Эх, я не знаю даже, что делать, остается только ждать, ждать и надеяться. Проблема оказалась до стыдного банальной, просто в очередной раз перегорела одна из пробок. Меня здесь запутало то, что в первый раз у сгоревшей пробки сердцевина была полностью черная, в этот раз она будто бы даже вообще ничем не отличалась от остальных. Сегодняшний день был закупочным, еды явно не хватало. Я на радостях оплатил даже комп, вот только руки к нему дошли только вечером. Все потому, что бабулька попросила подсобить в этот раз не рыбой, а продуктами. Ну и я привез ей колбаски, молоко и сахар, как-то и просила. Выслушал ее длинные речи и получил награду меньше 30 марок. Вот так поворот. Я, конечно, все понимаю, но выглядело это как хитрый замысел. Сначала меня и кофейком угостили, и 100 дали за одну только рыбину, потом пропало кофе, а за 2 дали чуть больше 100. Теперь же и вовсе ни кофе тебе, ни денег. Сплошные убытки, как говорится. Что ж, надеюсь, бабуля не пользуется моей добротой. Ну что, наконец-то идем распаковывать компудахтер. Йоу, ты только посмотри на это добро. Монитор, системный блок. Совершенно случайно я видел, куда именно нужно все это ставить. Погнал вкрутить пробки, а то я тут выкрутил парочку лишних в целях экономии. И тут... А это уже похоже на кидалово. На улице была гроза и решил, а вдруг это из-за нее перебои. Включил свет в комнате и при запуске компа увидел, как он на мгновение вырубился, так и не дав компу запуститься. На утро выкинул еды где-то на 150 марок, а все потому, что забыл о закупе еще тогда за рулем трактора. Ну и глядя на то, какая еще рань на дворе, решил попробовать еще раз повозиться с машиной. И я так увлекся, что забыл и за комп, и за часы того пьянчуги, которые стоило показать вам еще тогда. Раз задней подвеской дело не пошло, то решил взяться за переднюю. Я, был уверен, что эта хрень крепится к раме, это, связующее звено между рамой и колесом. И тут, покрутивши камеру уже как только можно, у меня таки получилось установить ее на место. Сразу же затянул винты, попробовал установить стойку. Здесь я тоже был уверен, что крепится-то именно сюда, но у меня, ничего не вышло. В итоге я бахнул ступицу, повторил это дело с противоположной стороной. Да, бывали некоторые неприятные казусы, пришлось тарабанить второй домкрат. О, это Тохвыка. Мне нужно перегнать комбайн с соседнего поля на мою ферму. Ну, деду обязательно надо помочь, только немного позже, пусть хотя бы и солнце взойдет.
Так вот, на чем мы там? Поставил я, значит, все то же самое со второй стороны, и вот уже здесь, после всех махинаций, стойка встала как влитая. Повторил все то же с правой стороной, и уж не буду останавливаться на том, как порой мне долго и нудно приходилось подбирать нужный гаечный ключ. Игра в этом плане не щадила и даже не пыталась становиться легче. Установил тормозные диски, к удивлению, все шло довольно неплохо, и я даже набрался оптимизма. А потом я взял в руки рулевую тягу. 2 минуты вертел ее как только мог, пока не вспомнил очевидную правду. Я ведь ни хрена не шарю в технике. В итоге, когда уже мои руки дошли до рулевой рейки, я каким-то чудом понял, что вот этот вот выход, отсюда и будет протянута деталь, ведущая к рулю. А вот тяги как раз таки будут крепиться уже к ней. И спустя еще немного вертежа все встало на свое место. Я еще и рулевую колонну пытался поставить, но после того, как один долбанный ключ не подсветил зеленым крепежный болт, выкинул ее нафиг, решив, что, видимо, ее лучше ставить на поздних этапах. Ё-моё, ощущение такое, будто я бате полчаса ключи подавал. На деле же я и правда потерял где-то полчаса реального времени, но благодаря пониманию, что детали нужно ставить именно в правильное положение, за эти полчаса я еще и задние рычаги поставил и задние стойки. На этом уже мое терпение лопнуло, и удовлетворив жажду и голод, я решил лететь за комбайном. Куда девать мопед, я знал еще до приезда сюда. При том, что мне уже доводилось сидеть в комбайне, самую малость, я не сразу въехал, почему движок глохнет. Газ, по примеру, дросселя в тракторе я выжал. Думал же, что соляры нет, но, блин, на глаз узнать это было нельзя. Проблема в итоге была весьма забавной. Рычаг с большой надписью «Стоп» надо было установить в положение для езды. Мопед начинал сползать с жатки, но не, бежать из города пешком, чтобы опять сдохнуть из-за жажды, я не собирался, так что притарабанил его прямо в кабину. Вот, так нормально. И потом, как выдал вторую, третью передачу и... Все? Что, все? Слава богу, среди рычагов нашелся и контроль скорости, вот только скорости он мне особо не дал. Расстояние, которое я пролетел на мопеде за 2 минуты, на комбайне преодолевал раз в 5 дольше. На крутых склонах таки вообще. Да блядь, это реально медленнее, чем ходьба, Карл, ходьба. А ведь меня еще и подпирал местный лихач. Да, вот это Шумахер. Он все еще там. Казалось бы, доставка гребаного комбайна из точки А в точку Б, что может быть проще. Но мне на эту дичь потребовалось 2 дня. Я топил 5 кмч настолько долго, что охренел, оказалось, еще только подъезжал к автомастерской. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Выбежал искать колонку, чтобы попить, а то еще откинусь по дороге, но здесь ее не было, только люк с дерьмом. Ну и я ехал настолько медленно и настолько долго, что в один момент движок начал глохнуть, и стало ясно, у этой консервной банки закончилось топливо. Пришлось лететь на крыльях ветра с канистрой в руках, заправлять этот бездонный бак, и вот в кабине теперь стало еще меньше места. Стоит сказать, что хотя бы ехать осталось не так уж и далеко. Правда, самой быстрой ездой на этом куске железа был спуск с горки на нейтральной передаче. В жизни, если что, никогда так делать не стоит, это путь в один конец. И вот я загнал зверя в стойло, а дед мне ничего не дал. Я развернул комбайн и загнал его теперь уже задом, ведь так он раньше тут и стоял. И тут мужик уже подогнал 1500 марок. Нравится? Соболезную тебе, дед, на этом корче, пока к полю доедешь, вся жатва уже закончится. И тут я таки вспомнил, что у меня аж комп появился, надо хотя бы попытаться в нем разобраться. В этот раз грозы не было, и он, по крайней мере, не выключался. Но вот проблема – это 95-й год. На компе стояла не винда, а что-то вроде доса. Проще говоря, все взаимодействия происходили через консоль. Ля, лучше пивка бахну. Ха, эти две легенды словно поднимают бокал друг за друга. Ну, будем. Видимо, сама судьба подталкивала меня к компу, потому что в почтовом ящике, кроме счета за электричество, я получил копию игры о рыбалке. Правда, я не смог запустить это дерьмо. Прописывал ее название в консоли, но, видимо, тут нужны были какие-то более хитрые взаимодействия. Посмотрев в интернете команду, у меня получилось открыть хотя бы что-то. Какая-то примитивнейшая игрушка, где всего-то и можно было, что на пианино играть. Привет, я Сим из партнерского издания. У меня здесь...
Но надолго меня не хватило, и еще немного времени я скоротал за сборкой машины. Вот эти задние пружины прям 100% должны стоять здесь. Я видел что-то подобное то ли в какой-то старой Волге, то ли еще где-то, но они ни в какую не шли. И тут оказалось, что мало того, в целом собирать корча невообразимо трудно, не разбираясь в механике, так еще плюсом ко всему я мог заруинить себе дальнейшую сборку, установив какую-то из деталей раньше, чем нужно. Так, например, чтобы эта пружина таки встала, мне пришлось обратно снимать стойки и подбирать ключи. И в итоге, кроме барабанных тормозов, я больше ничего и не ставил, потому что боялся что-то учудить. С другой же стороны, я даже не знаю, по идее подвеска уже установлена, с чем я всех нас и поздравляю. Осталось что, только колеса бахнуть, правда, знать бы еще где их брать. Все, что я помнил из каких-то рандомных видосов в интернете, что они лежат в каком-то сарае на чердаке. По пути в город я посматривал по сторонам. По идее, здание с чердаком должно быть большим, ну и со входом на чердак, конечно же. Но пока мне ничего так и не встретилось. В мастерской Флитари было очень много разных услуг, я пересмотрел каталог целиком, и чего тут только не было. Абсолютно все, начиная от настройки двигателя, развала колес, очистки от ржавчины и даже новой резины. Но вот именно дисков тут не было. Я свернул в сторону города и, чуть не проехав поворот, увидел сравнительно большое здание. Оно явно выделялось на фоне жилых домов и простых сараев. Внутри него был интерьер и чердак тоже присутствовал. Не знаю, тут ли колеса, но это явно претендент номер один. Войти в дом было можно только через подвал, но тут явно нужно было на что-то встать. Также дела, впрочем, и с чердаком. Без трактора с вилами тут точно не обойтись, а вот в город я гнал, чтобы заглянуть к зданию с говновозом. Тип рассчитывал стоимость чего-то, и я на самом деле не понимал даже, за что я плачу. Но проверить это было очень интересно. И до свидания. Загони машину в холл и пошло дерьмо по трупам. Ох, видимо, это была еще одна работа. Правда, почему платил я, а не мне, хрен знает. Не было ни карты с точками, ни каких-либо инструкций. Я залез в грузовик и, не увидев в замке зажигания ключа, понял, что, скорее всего, здесь, как и со всей остальной работой, нужно просто ждать звонка. Ну, я надеялся на это, потому что больше ничего не оставалось. Думал уже начинать собирать и движок, крутил, вертел его, но так и не решился, а то вдруг пропущу какую-то мелкую деталь и придется пересобирать все с самого начала. Хорошо, хоть коробка была в сборе, а аккум же либо был полностью заряжен, либо ему просто хана. Но потом мои планы вдруг резко поменялись, потому что внезапно подоспела лютейшая поддержка в лице... Знакомьтесь, мой старший брат. Чувак, у которого за спиной куча часов работы с мотоциклами, опыт ежегодной поддержки эксплуатации вот этой вот махины и вот этой. Казалось бы, будто дело в шляпе, но даже с такой лютой помощью Сацума все-таки заставила нас попотеть. Я показал ему блок двигателя, который планировал собирать, показал все запчасти, что были на полках, и мы стартовали. Коленвал, крышки, каждая из которых еще и ставилась в свое отдельное место. Ему приходилось ждать, пока я ковыряюсь в ключах, пытаясь подобрать нужный, но дело потихоньку, и должен сказать довольно просто, сошло с мертвого места. 4 поршня, масляный поддон, головка блока цилиндров с коромыслом клапанов и, наконец-то, крышка. Все шло как по маслу, блок зажигания, масляный фильтр, а потом дело дошло до коробки передач. Почти. Мы ломали башку, куда можно поставить водяную помпу и корзину сцепления, вертели и детали, и мотор. Было видно, что под помпу даже места для креплений, кажется, подходят. Но почему все это не хотело оставать на свои места, хрен его знает. Еще и корзина сцепления, брат был уверен, что все эти детали устанавливаются именно сюда. Мы уже даже пробовали ставить вообще все и в любой последовательности. В итоге ставили пока что то, что банально устанавливалось. Блок коленвала, например, и я даже не хочу утруждать вас длинными объяснениями или показывать то, как долго я иногда пытался найти нужный ключ. Что-то было не так, запчасти не хотели устанавливаться на свои места. В игре уже и вечер настал, а я вдруг вспомнил, что можно свет включить. Хотел бы дать вам послушать наш бубнёж касательно этой сборки, но громкость игры оказалась слишком высокой и... Как-то так. В итоге, продолбавшись с этим всем еще минут 5, когда мы начали пытаться лепить кожу в ГРМ, ГРМ это газораспределительный механизм, только что погуглил, я заметил, что нам мешает шкив и что внутри этой коробки все еще будто остается пустое пространство, куда мы уже только не совали эту водяную помпу, она никак не ставилась на место. Пока брат отошел покурить, я обратил свое внимание на вот эту лабуду, распределительный вал. Зачем он, для чего, хрен знает. Что-то распределять? Но я заметил отверстие в блоке двигателя, куда эта штука как раз подходила по размерам, и в итоге, сняв сначала поддон, чтобы пролезть внутрь, а потом и верхнюю крышку, все-таки его установил. Это, блин, я все понимаю, кринжуйте, сколько влезет, главное без ущерба для морального здоровья.
Для нас обоих это хотя бы отчасти был темный лес. Брат хоть и любил в мотоциклах покопаться, хоть и имеет даже некоторое образование, прошу заметить, но с Ниссаном Черри 1970 года он точно дел не имел. Да и ему было крайне неудобно следить за всем этим действом, особенно пока я свет в гараже не включил. А я вообще нулина, просто был руками, а брат мозгом всей этой операции. Единственное, что я мог ему подсказать, это что детали сами примагничиваются на место правильной стороной, да какие-то всякие игровые условности. После распредвала дело пошло. Установили шестерню, шкиву и заметили небольшие засечки на ней, повернули деталь так, чтобы все они сошлись вместе. Накинули цепь, сняли шкив, чтобы крышка влезла, и вернули назад. А что касалось долбанного сцепления, оказалось, что все эти диски нужно собирать в кучу в корзине и уже в сборе устанавливать на место. Как это можно было понять сразу, я не знаю. Установили коробку передач, стартер, выпускной коллектор с карбюратором, под конец накинули воздушный фильтр, выжимной подшипник. Я по своей наивности думал, что чему-то научусь, слушая, как брат рассказывает, что тут да как, но... Нет. Крышка сцепления пока что стала точкой в этой двухдневной эпопее. Мы устали. А я поймал себя на мысли, что будь в этой игре книжка с подробной пошаговой инструкцией и объяснением, как тут что работает и для каких задач служит, эта игра вполне себе могла бы стать таким самоучителем, по которому можно было бы понять, как устроен и как вообще работает автомобиль. С утреца пораньше я подзаработал на дровишках и как раз очень удобно использовал трактор, чтобы залезть на чердак того заброшенного дома. До последнего уже думал, что это не тот дом, где лежат колеса, но в самом его конце меня ждал подарок. Вот только меня укусили осы пару раз. Да ну ёп. Вот так это в жизни работает. Тебя манит халява, а в итоге от нее только еще больше проблем. Хотел по-быстрому на тракторе прокатиться, а теперь повезло, еще здесь вода была, хотя бы за жажду можно было не волноваться, потому что действовать нужно было предельно осторожно и медленно. В этот раз я старался красться. Придурочный персонаж почему-то постоянно вставал. Я клянусь, ни разу такого, не было за пределами этого дома всю игру. Но даже со всеми этими приколами судьба меня пощадила. Я вынес одно колесо, второе, третье, а ведь мог бы поступить умнее, не возвращаться сюда 4-й раз и просто выбросить колеса с другой стороны. На следующий день я снова смотался к магазу. Хоть тот и был закрыт, я еще вчера купил свечи и ремень генератора и просто бросил его под магазином. Думал, все, может это не тот ремень или нужно как-то снять эту чертову картонку. Не, надо было просто сместить генератор. На самом деле более чем логично. Уже после насадки ремня он натягивался и положение фиксировалось затяжкой болтов. Поставил свечи и с радостью осознал, что деталей на полках почти не осталось. Братишка-бармен снова был рядом, говорил, что пора бы и колеса ставить, на что я с радостью ответил, что буквально недавно перетарабанил их сюда, попутно разок откинув копыта. Сборка оставшихся частей шла уже заметно легче, надо было заталкивать машину внутрь гаража, чтобы установить мотор и работать с днищем, но я самую малость оплошал. После буксировки машина вообще перестала толкаться, что бы мы ни пробовали делать, так что коллективно было решено устанавливать двигатель снаружи гаража. Вот только как? Очевидно, что подъемник здесь все-таки был не для красоты, но пришлось еще пару минут повозиться, чтобы понять, как зафиксировать цепи, потому что сами они не примагничивались. Решение было так же просто, как и гениально. В правильном положении на цепях появлялись фиксирующие болты, и дело было в шляпе. Чтобы смочь снова перетаскивать мотор руками, пришлось открутить и вкрутить эти самые болты второй раз. Как мы только не пытались пихать этот мотор внутрь капота, как только не старались пиксель-хантить, но черт его знает, где там вообще крепления. Такое чувство, будто их на самом подрамнике вообще не было. И вы знаете, их там и не было, потому что мы мотор не той стороной ставили. А мы поняли это далеко не сразу. Я решил, что мотор не ставится, потому что сперва нужно все остальное установить. И вот тут понеслось. Радиатор, цилиндр сцепления, тормозной цилиндр, топливный фильтр, катушка зажигания, 2 магистрали, одна для тормозов, вторая для сцепления. И тут нужно было еще и затягивать сами трубки, идущие к каждому из колес. Хорошо, что мы старались все проверять. Пропусти хоть одну гайку и, я даже не знаю, по идее тормозная жидкость будет просто вытекать. И тут на самом деле было весьма сложно без ямы. Было много болтов, скрытых от глаз, и порой я просто водил из края в край, чтобы, так сказать, прощупать, не осталось ли незатянутых креплений. И где-то тут во время сборки брат отходил, так что некоторые детали ставить приходилось самому.
Это было жестко на самом деле, этот болт я и вовсе случайно заметил после установки каких-то деталей. И да, я-то его закрутил, но что он делает, скорее всего, не знаю до сих пор. На следующий день, примерно после того, как я второй раз уронил двигатель и мы безуспешно пиксельхантили крепежи еще минут 5, таки попробовали его развернуть, и аллилуйя, у нас получилось. Сейчас это кажется просто элементарнейшим, учитывая, что по бокам двигателя есть крепление под полуоси к ведущим колесам. Но я не солгу вам, если скажу, что мы с братом далеко не самые внимательные чуваки. До чего же это было волнительно, понимая, что оставалось совсем немного, я засиделся почти до самой ночи. Ё-моё, я буквально словно 12-часовую смену отработал, с 11 утра до 11 вечера. Но, разумеется, с кайфом, как-никак, это ведь была игра. Пытаясь все-таки затолкать машину на яму, брат подметил, что у нее колеса в разные стороны смотрят. Так что некоторое время я еще поковырялся с тягами, и теперь сегодня днем я уже стал окончательно уверен, что размеры гаек и болтов здесь вообще просто от балды взяты. Иногда попадались маленькие болты под сравнительно крупные ключи и наоборот. Такое чувство, будто еще и нарочно, чтобы мы побольше повозились с этим дерьмом. Мы словно и правда машину собирали, прошло столько времени, что восторг начинал перемешиваться с подгоранием сраки, еще и полуось почему-то не устанавливалась. Причина оказалась банальной, но до нее тоже нужно было дойти. Из новой точки осмотра я старался лишний раз перепроверить все соединения, чтобы ничего не пропустить. И что вот это за болты, я даже не знаю, но один из них почему-то был не закручен. Оставалась ерунда, патрубки, кулиса переключения передач, ну и сам рычаг. Когда казалось, что уже можно выдохнуть... Ну да, пошел я нахер. Мы вспомнили о гребаной проводке, и вот тут уже ни я, ни брат не знали, что делать. Этот вопрос был оставлен на потом, а пока же я погнал в магаз закупиться едой и всеми расходниками для машины, какими только можно. Антифриз, тормозуха, огнетушитель, моторное масло, новый аккум и новый масляный фильтр. Тут мне уже, конечно, знатно пришлось побегать, чтобы дотащить все это к лодке. Музыка. Домой бы уже надо. А хрен с ним. Ох, мужики, собрался я тут, значит, с братом собирать машину. Опа, а это что за малютка? Да ты та еще бездонная яма. Бля, мужики, хватит лопастями своими крутить. А прикол-то в том был, что мы двигло не тем боком ставили. После долгих размышлений было решено, что проводку ставить мне поможет YouTube. На тот момент я еще не знал, что накосячить с ее установкой невозможно, она просто не поставится. Но зато я, спросил у вездесущего чата GPT, что мне делать в случае неправильной установки. И он выдал какие-то тирады насчет того, что придется качать моды и делать какие-то манипуляции уже с ними. Это только подкрепило мой страх накосячить, так что вперед YouTube. Не передать словами, что это была за боль, даже с гайдом. Я просидел больше 2 часов, пытаясь свести концы с концами, но если чуть более детальнее, то... Поначалу все шло изи. По сути, от основного разъема накидывались провода к регулятору, генератору, аккуму и прочим соединениям. Вдаваться в детали при том, что я в этом сам не разбираюсь, явно будет лишним. Но стоит подметить, что здесь даже заземление надо было делать, накинув контакт от минуса к раме машины. Чтобы подрубить свет, пришлось выкидывать фары, а потом началось веселье. Акцент на слове «началось», ведь дальше будет еще веселее. Торпеда, сколько бы раз я ее не винчивал, отлетала после установки приборной панели, и я вообще не понимал, почему так нахуй? Я десяток минут потратил на это дерьмо, выискивая какой-то скрытый третий крепеж, но весь прикол в том, что его не было. Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Я и руль снимал, и что только не делал, пока не установил в приборку часы и радио, и уже после этого ее не поставил. Прокладывание проводки длилось настолько долго и муторно, что меня уже начинало рвать изнутри, но осталось совсем чуть-чуть. Задние фары с баками – это самая приборная панель. Наконец-то этот ад закончился, и начался новый.
Какое-то грёбаное шоу «Сдохни или умри». Сначала посыпались искры, а потом и вовсе все начало гореть. И я решил вернуться на последнее сохранение, потому что думал, что чертова проводка может запороть всю игру, и мне реально придется искать какие-то моды, лазить по форумам и вот это вот все. И тут, даже упуская все эти нервы, ту кучу матов, после которых уже и рот с мылом не помыть, даже проведя проводку, я снова столкнулся с тем, что эта ссаная торпеда отлетала вне зависимости, была она закреплена болтами или нет. Не, ну это полный ***ц. Из-за того, что эта панель привинчена, снималась даже руками, я начал догадываться, что, быть может, это просто баги, и спустя еще несколько перезагрузок, эта дичь встала на свое место. Я уже думал, что дропну эту игру, честное слово. Нервы и без игр тогда были не в порядке, потому что я видосы днем и ночью записывал. Снова переустановил проводку, считай, с середины процесса, потому что я ведь перезагружался не один раз. И с дрожащими руками полез закручивать клеммы, опасаясь, как бы все не сгорело. Напомню, что на тот момент я еще не знал, что здесь нельзя в принципе запороть прокладывание проводов. И как узнал позже, надо было затягивать клеммы, начиная с плюсовой. И что-то мне кажется, что с этими знаниями загадка того пожара теперь была разгадана. Я потягивал сишку, и уровень стресса персонажа сейчас очень точно коррелировал с моим собственным, честное слово. По сути, на этом основная часть сборки автомобиля была закончена. Наконец-то этот кошмар подошел к концу, и оставалось по сути только детали корпуса присобачить, да залить все те жидкости, которые я прикупил. Сначала антифриз, потом масло и наконец тормозная жидкость, которая начала протекать. Но на фоне всех предыдущих проблем это было сущим пустяком. Я проследовал вдоль трубки и видел, что просто-напросто не закрутил одно крепление. Успел сгонять похвастаться брату тем, что походу я наконец-то справился, и лег спать, чтобы уже в новый день с утреца пораньше с довольным хлебалищем завести это чудо. Так, ну вроде все фурычит. Ебой, она жива! Не помню, когда я последний раз так радовался событию в какой-либо игре. Правда, ехала малышка Сацума, конечно, так себе. Несмотря на автосцепление в настройках, ее дергало, а обороты набирались так слабо, что выше второй передачи я даже не смог подняться. Но как бы там ни было, мы смогли. Чтоб езда не ломалась. Да, немного я покатался, что-то явно сломалось. Обороты движок набирал, но машина не ехала. Я заглянул посмотреть, что там. Конечно же, ни черта абсолютно не понял. Решил бежать домой за набором ключей, может где-то что-то подтянуть или еще что, и увидел это. Я балдею. Раньше такое только в мультиках видел. Отлетел выжимной подшипник, а значит, видимо, я затянул не все болты. Ну, само собой, я сбегал за ключами и буквально за минуту решил всю проблему, еще и дважды все проверил. Но то ли я поймал новую проблему, то ли это все та же беда с мощностью двигателя, машина глохла, не сдвинувшись даже на метр. И через еще парочку таких заводок пропало и зажигание. Что делать, я начал снимать аккумулятор, чтобы посмотреть дома, жив ли он вообще. Поскольку в этот раз от машины ничего не отвалилось, в чем проблема, я не знал. Аккум показал себя так же, как и тот старый, видимо, тоже был мертв. Но Сацума в считанные минуты снова оказалась дома, не без происшествий. А потом, когда я гнал трактор на место к дровам, заметил кое-что новое. В доме моего соседа появилась машина. Хотел бы я сказать, надо же, как удобно, как раз когда я сделал свою собственную. Но я на самом деле так и скажу, только без сарказма, ибо мой корч родился уже сломанным. Как обычно, я постучал у двери его дома, и в этот раз они таки открылись. Фургон, тебе нужно одолжить фургон или... Странно разговаривающий мужик без всяких проблем вручил мне ключи, и я даже покатался маленько. Ну а проблема с Ацумой явно была не в автосцеплении, потому что эта колымага работала исправно. Вот только бензина здесь не было, или на чем этот монстр работает, так что я тут же отогнал его обратно в двор. Наведался в мастерскую еще раз, чтобы посмотреть, может ли Флитари настроить машину вместо меня. И очевидно, он может. Да, это бабки, но что поделать. Все, что мог самостоятельно, я уже сделал.
Дособрал кузов целиком, кинул в машину новый аккум, мы с братом пробовали выставить распределитель зажигания, но чуть не получилось, что уж говорить о настройке клапанов. Я смотрел, как это дело делается вообще, а не в игре. Регулировка клапана сначала сбрасывается полностью, чтобы убрать зазор, а потом уже понемногу возвращается обратно, и зазор увеличивается до тех пор, пока специальный плоский щуп будет заходить туда, не ощущая препятствия. Цитируя мужика из этого видоса, туго, но без закусывания. Ну а в игре этого щупа, как вы понимаете, не было. В субботу, как обычно, надо было ехать на закуп. И вот когда мне пригодилась бы соседская машина, ее как раз таки и не было. Пришлось сделать все по старинке. Взял чутка еды, третий по счету аккумулятор, а из покушать мне все больше нравились чипсы, потому что остальная еда рано или поздно пропадает даже в холодильнике, а чипсы можно хоть на пол бросить. И когда будет надо, съесть. Вдруг, нежданно и негаданно, мой сосед и вроде даже дядя, сквозь кашель и хрипоту, еле выдавливая из себя слова, рассказал, что с ним кое-что случилось. Если в двух словах, то же, что и со мной в первые дни. Пошел нахуй. Но дядя предупреждением отделаться не смог, и у него забрали права. Просить смягчить наказание ввиду работы он не смог, потому что работка была не совсем белая. Он с сильной грустью в голосе рассказал, что теперь ему, видимо, не нужно идти на работу вообще, и сказал, что я могу забрать ключи от грузовика в его доме, от того самого грузовика на предприятии. Видимо, потому-то мне не звонили отсюда насчет работы, потому что у них и так были рабочие руки, но теперь же все было шикарно. А потом сквозь кусты увидел еще и дядин фургон, тот стоял недалеко от магазина. Можно было спокойно залезть внутрь и завести эту колымагу, правда я припарковал его у заправки, ибо вряд ли с пустым баком вообще доеду домой. В него даже можно было закинуть мопед, и я решил не ложиться спать дома, а провести ночь прямо здесь. Жажду и голоду толить в баре, до скольки он там работает? До 2 ночи, шик. Только вот я не учел одну маленькую деталь. Сегодня было воскресенье, а значит магазин, мастерская и все остальное будет закрыто еще целый день. Ничего не оставалось, как хотя бы попробовать доехать домой, а там в случае чего доеду на мопеде и заберу канистру с солярой. Но по итогу на дорогу хватило даже, казалось бы, пустого бака, а сам фургон, должен сказать, ехал прям хорошо. Отличная машина, да еще и с кучей места под закупки. А вот что насчет Сацумы... Вот так вот я и дотащил этот металлолом прямо к мастерской, ни разу его не уронив. Это жесть. Я успел заметить, что некоторые детали в кузове чуть погнуты, так что, видимо, и за их ремонт тоже придется платить. Как бы там ни было, я скинул Сацуму прямо под мастерской. Сложно было сказать, рад я сейчас был ее сборке или нет. С одной стороны, рад до усрачки, с другой, я и не подозревал, что работа только началась. Еще и выхлопную отломал. Ну, винчивать ее мне уже было нечем, пусть этим займется Флитари, владелец и главный механик этой мастерской. Услуги он предоставлял самые разные, и выбирать было из чего. Развал, ремонт деталей двигателя и его настройка обошлись мне в чуть более чем 4000 марок. На смену резины, увы, денег не хватило. Пока крошка Сацума будет в ремонте, этот тип даже разрешил взять его машину, но верни, говорит, с полным баком. Да-да-да. Очень удачно продал мистеру Бисту дрова для очередного видео, а потом сгоцал в город заправить фургон и обе канистры, что обошлось немаленькую сумму. Но машина дяди мне пока что нравилась больше всего. Продавец спросил, не собираюсь ли я участвовать в местном ралли, а я, пока на той машине больше 20 метров даже не проезжал. Эх, нужно оценить этот синий корч, пока он у меня есть. Не знаю, ломается ли он или нет, но судьбу лучше не испытывать. Эй, это Флитари. Работа закончена, машина готова, забери, как время найдешь. Черт, я думал, этот тип мне хотя бы колеса подкачает, видимо, придется заказывать смену резины. Интересно, он вообще хоть что-то сделал? Я взглянул на зажигание, пытаясь понять, сместилась ли его настройка или нет. Такое чувство, будто все было как и раньше. Ну, проверим это в деле. Охренеть, если виной тому не резина, а скорее всего так и есть, то я вообще не знаю, что делать. Надежда оставалась лишь на то, что может надо лечь спать и за ночь все изменится, и даже машину Флитари я все еще мог брать, вот только лучше бы не брал. Я до самого вечера пытался выехать на этом скользком, как кусок мыла в тюряке корче из кювета, но в итоге таки бросил его где-то в кустах.
В этот же вечер ко мне позвонили и прилетело первое задание на откачку дерьма, то есть септика. Так что, отнеся следующим утром дядя небольшой подгончик, хоть я и был крайне рад его машине, но было маленько жалко мужика, пора было готовиться к работе. К счастью, место работы я нашел очень быстро, благодаря тому, что рядом с домом меня высматривал мужик. А сама работа хоть и была весьма специфичной, но в сравнении с остальными, я бы сказал, даже классной. Закидываешь трубу для откачки в яму, дергаешь рычажок в кабине, и благодаря тому, что игра не передает запахи, тебе даже не хочется проблеваться. Постоял, почилил с мужичком, и буквально через минуту-две он уже протягивал мне деньги. Больше 1000 марок буквально за 5 минут работы. Еще и шланга складывалась, считай, в один клик, так что работа мое почтение. Я на радостях даже подзаправил грузовик и заплатил мужику в здании. Опять хрен знает за что. Думал, может, это за аренду машины, но после слов «загони машину в холл» понял, что это место для слива всего того дерьма из бочки, которое, видимо, постоянно будет заполняться. Но пока я на это подзабил, купил немного чипсов до соляры и заказал новую резину Флитари. У меня было только два варианта, как решить проблему с Ацумой. Либо она глохла из-за того, что передние колеса, считай, голые и, быть может, они вкапываются в землю при старте, либо все-таки придется лезть в интернет и узнавать, как регулировать клапана до зажигания. Если же это не поможет, я вообще не имею понятия, что мне делать с Ацумой. На фоне этого было приятно, что хотя бы с работой все в порядке. До меня наконец-то дошло, что нужно перед заводкой подождать, пока свечи накала разогреются, и вот в этом датчике поднимется давление. Да и сама работа, как я уже говорил, была довольно быстрой и давала немало денег. Хоть порой и было трудновато заехать во двор. Слить это коричневое золото уже не получилось, как и купить очередной аккумулятор для Сацумы, так как уже был вечер на дворе. На ней уже стояла новая резина, но пришлось еще немного подождать. Пора бы мне скидки давать, я тебе такую кассу на одних аккумуляторах делаю, шикана. Поставил новый аккум, перекрестился лишний раз и... Этот зверь заработал. Она правда ехала. Вроде бы все еще похуже от синего грузовика, но как же я был рад. Меня очень сильно пригорело, я быстро закрыл игрушку, чтобы откатиться к сохранению, еще большее мучение вытерпеть я уже не мог. Но, видимо, я опоздал, игрушка успела сохраниться, так что пришлось действовать по классике. И на самом деле я уже понял, почему произошла эта гребаная авария. Ну, винчивать ее мне уже было нечем. Кроме самого себя винить случившемся было некого. Хотя, может быть, того мудака на машине. Видимо, выхлопная отвалилась и встряла в переднее колесо, оторвав с мясом и его, и стойку, и все остальное. Скинул все это добро в бусик и подцепил Сацуму на буксировочный трос. С гемором и крайней осторожностью, но продвигаться получалось. Выше второй передачи я втыкать не стал, чтобы, не дай бог, с ничего не приключилось, и всю дорогу внимательно следил за крошкой Сацумой через стекла заднего вида. Блин, чем она зацепилась? Колесом? Как? Издеваешься. Ёбаный в рот. Я хоть и поглядывал по сторонам, пока пытался толкнуть Сацуму, но до последнего, не верил, что именно в эту секунду здесь появится чертов поезд. Это было одновременно и ужасно, и смешно. Я давно так не смеялся, но я бы так не смеялся, если бы не знал, что могу просто загрузить последнее сохранение. Иначе это был бы конец. Машина улетела так далеко, что я уверен, она покинула не то что пределы карты, но и пределы стратосферы. Небось уже на околоземной орбите где-то рядом с чайником Рассела. Второй раз я, видимо, ничего не понял и ехал точно тем же маршрутом. С той лишь разницей, что на путях вдавливал тапок в пол, надеясь, что если уж и зацепится, то под силой багованных хитбоксов просто пролетит насквозь. И хотя бы в этот раз мне повезло, но ведь был и второй переезд. Наконец-то, а то этот день по времени затянулся сразу на 2. Я начал собирать Сацуму, уже подотвыкнув от этого дела. В этот раз ради того, чтобы нормально зафиксировать выхлопную, я даже затолкал машину на яму и убедился в том, что закрутил каждый долбанный винтик.
Думал, рекорд сталкера по частоте сохранений не перебьет уже ни одна игра, но My Summer Car это смогла. Я проверил все залитые жидкости, кинул заряженный аккум, сохранился второй раз и... Еще на старте потерял то же самое колесо один раз, второй и даже третий. В итоге, после переустановки тормозного диска зажимным болтом, проблема все-таки ушла. Колесо больше не получалось снять голыми руками, а значит, все в порядке. Ну, была не была. Ё-моё, она жива, она, мать твою, жива, и даже едет не только с горки. Я даже смог выехать на асфальтированную дорогу, и уж здесь хотел испытать ее прочность по полной. Главное, что я сохранился перед этим. На высоких передачах разгон у нее был, конечно, очень медленный, но эта штука все еще держалась. Малышка Сацума была жива даже при таких больших нагрузках, хотя звук работы двигателя явно не должен быть таким. Я смог разогнать ее до 140 км в час, побив рекорд буханки, которую на 130 уже начинала кидать из бока в бок. Надо было только рулевые рычаги по новой откалибровать, потому что ее немного тянуло вправо. И тут, когда обороты уже подупали, то ли это был спрайт дыма, то ли жидкости, фиг пойми, я не понял, что именно за поломка это была. Может, банально какой-то из патрубков не выдержал давления, но я считаю, эту проверку Сацума наконец-то прошла. Потихоньку продолжал работать и еще раз заглянул к Флитари, чтобы убедиться, у него есть только услуги, а не сам товар. Так что все апгрейды для крошки Сацумы надо будет покупать из каталога в своем гараже. А еще я понял, что все-таки работа на ассенизаторе не такая уж и прибыльная. Сколько? Неожиданно вечером мне позвонил Флитари, хозяин мастерской, и сказал, что хозяин автоинспекции не возвращает ему машину уже несколько лет и попросил вылить дерьмо прямо у его здания. Я думал, что выходные пройдут челово, но чтобы настолько... Ночью позвонил какой-то пинчуга, я сперва подумал, что это мой дядя-сосед, потому-то и погнал туда в быстром темпе, а это оказался просто человый мужичок, который жил сравнительно недалеко от типа, что покупал дрова, еще и пару копеек дал. А вот насчет дерьма, я, конечно, не особо уверен, как бы мне потом опять не сесть. Но, знаете, на самом-то деле я был не против, не пришлось тому типу из офиса платить деньги. Потом еще и на Сацуме немного прокатился, в этот раз не тестовый забег, а вполне себе полноценная езда с планами на то, чтобы потрудиться со сбором клубники. И оказывается, если не выдавливать из нее 140 кмч, то она даже не ломается. Вот только... Сацума-то еще не стояла на учете и была без номерного знака. Штраф был куда больше, чем я ожидал, и у меня даже таких денег не было. И что теперь, снова тюрьма? Ну, я просто сел себе и покатил дальше. То ли наконец тут все притерлось, то ли просто движок не успел остыть, но она завелась за секунду, и все было прям по кайфу. Правда, что-то произошло. Все, что я мог понять, кажется, был слышен звук удара током, или это вообще был какой-то баг, но игра продолжала работать, так что я, как только смог, попробовал снова завести машину и съехать на обочину, чтобы меня не снесло потоком местных водил. Вышел из машины и вот это все, что я видел. Но подождав пару минут, понял, что зона видимости постепенно расширяется, и вскоре она полностью вернулась в норму. А вот что касалось клубники, я уже и забыл, насколько же это неблагодарная и дерьмовая работа, особенно когда ты устал. Ля, они так медленно ездят, что я их без прокачки машины обгоню. Но на самом деле прокачать Сацуму мне хотелось очень сильно, этому препятствовал только вопрос денег. В гаражном каталоге было очень много запчастей на кругленькую сумму. Даже не знаю, сколько надо играть, чтобы столько заработать, ведь задания появляются далеко не каждый день. Но начинать с чего-то нужно, я заказал набор торцевых головок. Воскресенье должно было стать чуловым днем, я подумал, может, заземление было не подтянуто, что меня током ударило, с ним все было в порядке, но рядом я нашел незатянутый болт, и уверенности полной не было, это я пропустил и не докрутил, или все-таки чертовы винты могут ослабляться, а значит рано или поздно я опять могу потерять выхлопную прямо по пути в магаз. Сегодня в планах было сплавать к тому самому дому на берегу озера, где жило какое-то создание, проигравшее в карты своему отцу, после чего тот прямо в доме и сгорел. Ближайшими похожими на дом пикселями было вон то место. Блин, а дом и правда сгорел, это что, значит бабка была права? Отец выиграл, и оно так разозлилось, что прокляло своего собственного отца. И затем его отец умер в окне своего дома.
Рядом был туалет для сохранения игры и сарай с чем-то интересным внутри. Это была еще одна гребаная машина с кучей места внутри. Только вот осиное гнездо я заметил сразу же. Заметил, но почему-то это меня не спасло. Они летали за мной следом и настигли даже в доме, где, к слову, никого не было. Фух, я как-то уже отвык от 15-минутной ходьбы, хотел приберечь силы на второй Death Stranding. Второй раз я уже двигался на мопеде, в случае чего его можно будет закинуть в лодку, и уже ближе под вечер, раз того типа здесь не было днем. В окне пролетел силуэт. За столом сидел мужик в очках, и в самом деле вместо ног у того были копыта, да и вместо рук тоже. Я мог выбирать размер ставки, и этой карточной игрой была очков, видимо, его финская версия. Вдаваться в детали здесь не будет смысла, потому что мой банк то уменьшался, то возвращался обратно в норму, а потом я заметил, что номинал у карт здесь не такой, к какому мы все привыкли. Почти все, что выше десятки, получало большее значение по мере возрастания. Так валет 11, дама 12 и король 13, а туз только единица. И казалось бы, вместе со знанием расклада игра должна бы удастся, но не, стоило мне только влиться и начать ставить больше 100 марок, я постепенно начал сливать сперва прибыль, а после и уже свои собственные деньги. И один раз я таки вернул слитое, но в конечном итоге не успел опомниться, как вместо 4000 у меня было меньше 3. Проклятый свин, видимо и правда, был проклят. Why, Mr. Anderson? Why? Азартные игры явно хреновый способ заработать, да и это точно не мое. Кроме того, мне прилетел еще один штраф, в этот раз за слитые отходы, а ведь мне это задание так даже не засчиталось. Таймер похода в тюрьму в моей голове уже мысленно запустился, но пока нормальной работы не было, так что пришлось маленько повкалывать в поле. Начало было весьма бодрое, но дело было до того неблагодарное, что даже этот небольшой объем работы из 1000 ягод сделал только 1% весь игроков. Заработал я только 300, и считай, сразу выкинул их на покупку и посылку. Теперь на кухне меня встречал лист А4 с моими штрафами общей суммой в 11 000 марок. Само собой, брать это добро мне было негде. Да если честно, я лучше отсижу пару дней, чем буду отдавать такие большие деньги. Погнал на фургончике забирать, так сказать, должок. Окей, план Б. В конце концов, даже отбуксировать этот вазок не получилось. Хотел пошутить, мол, забираю его в качестве оплаты, но этого козла со своими картами к черту, у меня были и более важные дела. И должен сказать, что в целом эта неделя прошла очень хорошо. Жаль, только дядя тосковал. Знаете, не от хорошей жизни люди начинают пить, но выпивка тебя точно не вернет обратно к хорошей жизни. Пока я мог помочь ему, только выслушав. А в остальном, пока у человека есть работа, он будет в добром здравии. Появился заказ на дрова. Один из колодцев снова был полон дерьма, деньжата понемногу копились. Пчеловые были дни, я снова помог Пинчуге добраться домой, по пути он жаловался на то, что железную дорогу проложили рядом с его домом. Но в целом мужик был неплохой, очень такой, знаете, пчеловый. В этот раз он дал мне больше 300 только за то, что подкинул его домой, а этот придурок, из-за которого я не могу спокойно ездить по грунтовой дороге, умудрился помять даже фургон. Я до последнего надеялся, что он вообще неубиваемый. Я заметил, что в машине у того быдлана сидит настоящая красотка, как для этих мест, и в этот момент понял, что эта крошка точно будет моей. Знаете, какой бы порой бесячей не была эта игра, были здесь все-таки и приятные моменты. Будешь знать, придурок. Я очень доволен. Честно, я сам бы ничего не смог сделать. Сделал как надо. Ты заслужил свои деньги. И всего с вас... Да, все-таки работа на этом чертовом говновозе не так прибыльна, как кажется на первый взгляд. В конце концов, чтобы заработать лишних денег, я был готов идти на все, даже на то, что вызывало дикое отторжение. Выкинул заднее сиденье Сацумы, потому что на нем можно было спать, закинул его в кузов рядом к пакету с чипсами и подул работать на ферму. Давно заметил, что уставший персонаж работает гораздо медленнее, но вот как я смог вкалывать, когда поспал, поел и попил воды. И как только денег стало немного больше, пустил около половины на новые детали.
Все это бесполезное украшательство для понтов я пропускал, это дело последнее, пока что надо было покупать новые запчасти, которые стоили довольно недешево. Очередной звонок пьяного мужичка из центра деревни я, увы, пропустил, но был рад, ведь сегодня поеду забирать детали для машины. Пока вдруг... Мистер полицейский теперь очень зол. Добрый вечер. Наконец-то полиции стало ясно, что денег на штраф у меня нет и не появится. Я был готов к новому сроку, но не к такому. 14 дней за каких-то 10 тысяч марок. По факту я просто машину не зарекал, да дерьмецо вылил не там, где надо. А мне дали такой большой срок. Да за убийство деда и то 10 дней давали. Сказать, что после второй ходки я был растерзан морально, это не сказать ничего. 100 дней выживания в My Summer Car, 4-ю часть из которых я тупо просидел в камере. Ой, блядь. Да уж, теперь-то я скорее всего точно начну ценить эту виртуальную свободу, ведь по сути времени оставалось не так уж и много, а моя мечта превратить Сацуму в машину, которой можно будет восхищаться, до сих пор не была исполнена. За время просиживания зада, разумеется, посылки уже давно меня ждали, но это была только малая часть всего, что было нужно. Малая и наиболее дешевая, а дальше один только спортивный карбюратор и раллийная подвеска будут стоить целых 15 тысяч, не говоря уже о куче других менее важных деталей. Сбор клубники теперь хоть и давался легче, но все еще не был нормальным способом заработка, как я уже начинал считать. Дело в том, что деньги здесь добываются не просто медленно и мучительно, но и пока я был тут, мог пропустить потенциальный звонок по поводу других видов работ. Заметив, что на следующий день детали сами распечатались, я решил таки потратить немного времени и поменять хотя бы самое простое – выхлопную трубу. Но даже здесь пришлось задержаться, потому что для новой системы выхлопа нужно было установить и новый выхлопной коллектор. Бля, она не достает. Жаль, что каким бы хреновым ни был сбор клубники, другой работы пока не было особо. Ехать за грузовиком ради одного только колодца с дерьмом, как мне кажется, слишком жирно, учитывая расход топлива у той штуки. Но еще в этот день мне позвонила бабуля. Только в этот раз не ради еды, а чтобы отвез ее в церковь. Ну, тут уж надо похвастаться моим чудом техники, которое было собрано с нуля. Но сперва сменить аккумулятор, потому что я ушатал еще один. К сожалению, как только они разряжаются целиком, то сразу стают мертвыми, а масло Сацума пожирает потихоньку, я не знаю почему так, так что пока эта гора запчастей хотя бы держится вместе и ездит, лучше ничего не буду трогать. А тут и работка подъехала, но это потом. Бабуля стояла во дворе, ей предстояло прокатиться с ветерком, если только мы доедем. За дорогу она мне так голову набила своими однообразными разговорами, я был рад, что по крайней мере назад она уже сможет добраться сама. Денежки хорошему внуку в этот раз не досталось, но ничего, ачивки тоже вполне хватит. Хотел был купить канистру масла, но совсем забыл, что сегодня воскресенье, а Сацума-то молодец, дотянула до самого двора и хоть бы тебе что. Ну и надеюсь, что катаясь в город лишний раз, я хотя бы немного запоминал эту трассу для участия в ралли. Заталбывало только то, что тот мудак на зеленой машине тупо целые сутки курсирует то туда, то назад, и ведь не влетит в аварию, падла. Я почти уверен, что его можно остановить и попросить довезти домой, но ввиду того, что я так ни разу не делал, его зеленый корч сугубо действовал мне на нервы. Этим же днем появилась и работа на дрова, но хоть они уже и были погружены, пришлось оставить работу на завтра, чтобы одним махом лупануть 2 зайцев. И дрова продать, и не возвращаясь домой, выкачать дерьмецо из 2 колодцев, и деньжат сразу очень быстро прибавилось. Забыл сказать, предыдущей ночью я снова летал по дядю. Повезло успеть взять трубку, потому что свет в прихожей оставил. В этот раз он дал еще больше денег, что понемногу подкупало мое расположение, и рассказал о проблемах с женой, что считала его недостаточно хорошим для нее. А ведь это был тот самый человый типочек, мужик как мужик, да и деньги видно есть. Правда, откуда, если он бухает каждый день? Следующая партия деталей пошла в заказ, в этот раз гоночный карбюратор и куча разных датчиков. В свободную минуту я также старался работать, а перед сном хоть и не всегда, но включал свет в прихожей, чтобы очередной ночью не пропустить звонок от пьяного челового парня. Здоров. У бара, как всегда, стояли машины, ну а мужик в очередной раз пожаловался на железную дорогу и в этот раз дал мне всего 50 марок, но даже при этом я все равно буду возить этого бухого типка в обоссанных штанах. И тут, буквально на следующую же ночь... Я тебе, знаешь, что по секрету скажу? На самом деле, я очень богат. Но никто этого не знает.
Этот тип рассказывает мне, что на самом деле он сказочно богат. Его жена купила в один день лотерейный билетик, но во время розыгрыша ее не было дома, и мужик втихаря получил выигрыш себе. Ты представляешь, там было 5 миллионов ёбаных марок. И вот так получилось, что мужик все равно продолжил жить нищим, потому что если начнет деньги тратить, жена сразу заподозрит неладное. Но если он просто ей признается, тогда уж-то точно от него уйдет. Мне, конечно, было неясно, почему после всех не особо теплых слов в сторону жены он сам от нее просто не уйдет, имея такие бабки под рукой, а учитывая, что здесь ничего не говорится просто так, он даже черт с копытами оказался настоящий. Где-то и правда могли быть спрятаны 5 лямов марок. Мужичок дал мне 200 марок, а я подал забирать свой заказ. Это что, наш дядя? Вроде живой, трепыхается. Я хотел заодно отвезти дядю к его дому, и только кинул его в лодку, как... В общем, у меня не получилось. В пятницу я наконец-то решился пересобрать малышку Сацуму. Все детали, которые так или иначе нужно совать под капот, были у меня, так что пора. Правда, почему она не держит холостых оборотов, я не понял ни до сборки, ни после. Из важных деталей, как по мне, осталась только раллийная подвеска и нитро. Ну, надеюсь, я ничего здесь не сломаю. Начал я с самого простого – датчиков для приборной панели, или для торпеды, не знаю, как правильнее сказать. Снял лакум и по дефолту кинул его на зарядку. Первый датчик топливной смеси, кажется, он вообще ничем не крепился, но вот проводку проложить еще надо было. И это уже не было таким страшным, зная, что хуже я не могу сделать в принципе. Да и контакты всех датчиков крепились к разъему приборной панели, так что я даже не накосячил. Но все равно проверил, работает ли эта штука. Тахометр держался на одном креплении, а вот дополнительные датчики, видимо, на честном слове. Дважды проверил, здесь было пусто. А сама штука весьма удобная. Здесь тебе и заряд аккумулятора, что крайне важно для чувака, что угрохал уже 4 или 5 аккумов, и давление воды в системе, как я понимаю, видимо, давление в радиаторе и системе охлаждения, ну и справа уровень масла. Настало время для спортивных деталей. Карбюратор я быстро нашел, куда поставить благодаря креплению, правда на старом стоял воздушный фильтр, в отличие от нового, и я не был уверен до конца, так нужно или засекаем время до поломки. Но учитывая, что в каталоге деталей для этой штуки не было, да и на самом карбюраторе вроде нет каких-то видимых креплений, париться за это точно не стоит. Следующим пошел гоночный маховик, и это было самое страшное. Я до последнего не знал, смогу ли поменять его, не демонтируя сам движок. Начал с крышки, потом выжимной подшипник, тот самый, который я когда-то потерял. Винты самой коробки уже были доступны, и тут-то я понял, почему ее можно крутить, чтобы добраться до всех креплений, а спустя еще несколько винтов снялся и маховик. Осталось собрать все это дело, проверить лишний раз все винты и поменять радиатор. Здесь уже не было ничего трудного, 2 патрубка, 4 винта крепления и все. Дело прошло слишком гладко, надеюсь, что сюрпризов не будет. Жаль, что для нового радиатора антифриза у меня уже не хватило. Ну что, пора проверить эту малютку в деле. Долбаный холостой ход. Какой-то разницы в мощности или скорости из коробки я вроде не заметил. Видимо, нужно гнать машину на настройку к флитари. Вот только вовремя я вспомнил, что в радиаторе не хватает антифриза. Температура уже плавно подбиралась к критической, и чтобы не рисковать, я развернулся назад и на невысоких оборотах вернулся домой. После выходных, за которые я немного повкалывал на клубнике, я решил, что пора бы уже отогнать Сацуму на техосмотр, пока она, не успела сломаться. Получить права и со спокойной душой ездить не только по проселочной дороге, но и по шоссейке. С третьей попытки таки нашел, куда винчивается огнетушитель, и, молясь, чтобы не сломаться по пути, погнал в центр деревни. Я был уверен, что за какую-то ерунду или мелочь мне точно откажут в оформлении, и через минуту я понял, что откажут точно. Я ведь без лобового катаюсь. Загнал тачку и заплатил 3 сотки за техосмотр. Ты такой кадр с этой своей машиной. От этого ничего не получится.
Этот тип тупо походил, постучал отверткой под днищу, ну и ожидаемо проверку я не прошел. Я был рад, потому что реально узнал список требований, по которым Сацума не проходила проверку. Знак аварийной остановки, а его я, кажется, даже не встречал, лобовое само собой, ну и весьма многозначительные пункты двигатель и вбросы. Но потому что мне забраковали выхлопную систему, которая была новейшей, можно было догадаться, что виной всему скорее всего спортивные детали. Карбюратор, маховик, да возможно и радиатор тоже. С одной стороны было грустно, опять все снимай назад, чтобы в итоге после проверки вернуть обратно. С другой же, теперь я точно знаю, что мне нужно для оформления машины, и это было круто. Сколько бы я ни пытался завести этого корча, он мгновенно глох. Это все та гнида со своей отверткой. Дабы задница не сгорела, я решил просто откатиться к последнему сохранению. Пришлось обратно снимать все спортивные детали, но должен сказать, что второй раз дело шло гораздо быстрее. По свежей памяти я очень быстро обратно установил все запчасти из корча, нашел знак аварийной остановки, он, оказывается, с самого первого дня висел на тракторе. Не знаю, что послужило тому виной, но все чаще при заводке я слышал вот такие вот зачатки дабстепа. И сколько в этот раз не пытался, так машину завести не смог. Сколько бы ни вглядывался в стрелку заряда аккумулятора, но она так и не сдвинулась. Да, он сдох. Класс, какой там уже 5-й по счету. На следующий день я уже готовился ставить новый, но никак не мог найти новые ключи. Видимо, они то ли исчезли, то ли сквозь текстуру провалились. И в этот раз мне удалось. Я словно осел в убитые «Жигули», если заведешь, доедешь, но до тех самых пор, пока они не заглохнут. Нельзя было допускать, чтобы тахометр опускался до единицы. Это была зона смерти. Но хотя бы заряд аккумулятора я теперь мог видеть прямо из салона. Это уже маленько упрощало его обслуживание. Опа, это что такое? Я слышал, что ты натворил. Бляха-муха, это легендарно. Оказалось, что хоть и с опозданием, но мне засчитали то вылитое дерьмецо, за которое я в тюрячке сидел 10 суток. И был у этого даже неплохой такой плюс. Скидка 40% от Флитари. Теперь вместо 200 я отдал только 1300 за замену убитого стекла. А вот его убогий маслкар в этот раз, хочешь не хочешь, брать было нужно. Ведь надо как-то отвезти всю эту стеклотару домой. В этот раз я старался ехать как можно осторожнее, и вся сложность управления этим воском была в старте. Газульку нужно было прожимать минимально, не давая машине больших оборотов, потому что та была такой мощной, что начинала пробуксовывать и уплывать в кювет. Сам я эту гору стеклотары не осилю, так что решил подогнать одну бутылочку моему знакомому миллионеру. Теперь понятно, почему он такой чуловый парень, с 5 лимонами под жопой. Я все еще не знал, что мне делать, искать, где он спрятал тот лям или нет. По сути, он сам украл эти деньги у своей жены, и так более того, он даже не может их использовать. Кстати, он мне так больше не звонил после того раза, неужели пить перестал? Да ладно, не верю. Было бы грехом не испытать эту безвкусно выкрашенную малышку на асфальтированной дороге, раз уж я научился ей управлять. И, должен сказать, мощности ей не было равных. Но вот управление что-то как-то так себе. А вот Сацума, этот корч был крайне устойчив и на трассе, и на грунте. Еще бы не приходилось толкать ее каждый раз, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. И снова здравствуйте, и снова подъем, и снова профессиональный осмотр моей машины. Главное, по ржавому баку не попади. Есть пробитие. По итогу мужик сказал все то же самое, что и в прошлый раз. Не получится ни яйца, ни цыплята. Но как только стал за стол... Не может быть, что все было так. Ни одна проверка не заканчивается так хорошо. Yes! Can you feel that, buddy? Huh? Я был прям очень рад, сильно, искренне рад. Ха, этот черт все равно написал, что это ведро полный хлам. Но в регистрации мне было одобрено, номера тут же были поставлены, и малышка Сацума доказала, что она и правда превосходит ожидания. Ну, а теперь толкаем, чтобы не убить аккумулятор стартером. Ну, хоть после очередной попытки она таки завелась, и я прям боялся снижать обороты. Надо хоть как-то доехать домой, пока аккумулятор в очередной раз не стал расходником. Я был готов снова менять детали на спортивные, тем более, что теперь помнил весь процесс наизусть, но меня перебили. Алло. Человый миллионер позвонил мне и рассказал, что жена его все-таки бросила. Наверняка ебаться с каким-то помидорным фермером в своем фасаде. Сука. Короче, мужичок купил себе дом с видом на озеро и попросил помочь переехать, погрузить и перевезти пару вещей. Пришлось бросить все дела ради такого события, да и освободить немного места в бусике. Я думал, нужно будет перевезти там тумбочку, стульчик да телевизор, но не столько же говна за один раз.
Мужик стоял как на минном поле, не совершая лишних движений, ну а я понял, что придется таки все это добро как-то грузить. Влезло сюда далеко не все добро, но ничего, за пару ходок отделаемся. Чувак рассказал, что сорвал спину, когда таскал вещи, и что отблагодарит меня за помощь. Я был только за. Интересно было, чем закончится эта эпопея. Оказалось, будто не я в этой игре главный герой, а этот тип. Стал миллионером, расстался, купил дом. Было не так уж много домов на побережье, так что найти нужное место было просто. Я надеялся сделать хотя бы 2 ходки за сегодня, но еще на входе увидел знакомое лицо. Надеялся, что больше с ним не встречусь, но раз уж так вышло, пришлось себя защищать. Заелся макарошками и на следующий день сделал еще 2 ходки за оставшейся мебелью. И вот в предвкушении, что же будет дальше, ничего не случилось. Мужик просто стоял и пялился на меня, как и раньше, так, словно я не всю мебель перевез. Но я даже осмотрелся лишний раз, чтобы ничего не забыть. А все оказалось очень просто, но вместе с тем неожиданно. Тот самый столик, где он челово посиживал всю игру. Отличная работа. Есть еще хорошие люди. Класс, а можно еще миллиончик сверху? Да шучу я. На самом деле, теперь я понял окончательно, что не буду даже пытаться найти его спрятанные деньги. Теперь, когда мужик остался один, он наконец-то может тратить все выигранное баблище, и рано или поздно он получит хорошую жизнь. Так что пусть так и будет. Ну а жене удачи с помидорным фермером. Кто знает, может этот тип в итоге сам ими станет. Он, кстати, рассказал, что купил бы у меня какую-то акилию, ну и нетрудно было догадаться по его постоянному пьянству, что этой штукой может быть та самодельная бурда, так что я узнал ее рецепт, кинул 6 паков сахара и пак дрожжей и ожидал, пока эта жижа превратится в золото. Был готов снова пересобрать Сацуму в этот же день, но один телефонный звонок все поменял. Сначала дрова с уже привычными 3000 от финского мистера Биста, потом септик минус и септик плюс. И только вечером пятницы я смог поковыряться в машине. Почему-то не хотел ставиться спортивный глушитель, я списал это на баги, а вот со всем остальным дела были в порядке, все встало на свои места. И знаете, как понять, что ты сделал все верно? Не осталось лишних деталей. На антифризе в этот раз я маленько сэкономил, а вот с заводкой были явные проблемы. Логично было прийти к выводу, что виной тому стартер, а что насчет холостых оборотов, я хрен знает. По идее, Флиттери должен был настроить все это дерьмо, отрегулировать клапана, карбюратор и так далее. Все, что я смог проверить, так это прокладку ГБЦ по совету, но она была целой. У Флиттери не было новых запчастей на полках, но я погнал к нему с этой, надеясь, что хотя бы смогу ее починить. Да-да, ну конечно, не работает в субботу. И тем не менее я отправился в город. В этот раз бросать бухого дядю на улице не стал, тем более, что был на машине, его машине. Батя нормально? Он, конечно, поправился, да настолько, что у него, видимо, свое гравитационное поле появилось. Я вкинул конверт со своим следующим заказом по запчастям, взял сигарет, скупил весь сок под будущее самодельное буклишко и лишнюю пачку батареек на всякий пожарный. О нет, полиция машину угоняют. Надеюсь, это не сочтут за похищение. Кому я стучу, интересно, потащу тебя домой? Сначала я потащил его в ванную, с мыслью, что возможно немного воды приведет его в чувство. Потом, очень долго пытался протащить это тело на кухню, но мужик был слишком широкий, видимо, тренировался по программе Курицына. В конце концов, этот Эверест в виде дверного проема был преодолен, и я кинул дядю отсыпаться на кровать. Ух, ну ты, конечно, и тяжелый. В понедельник, как только открылась мастерская, я уже был возле нее. Оказалось, процесс замены деталей на новые был крайне прост. Такая же запчасть появилась на полке, и как только я ее оплатил, старая испарилась на глазах. Игре, конечно, не хватало каких-то небольших подсказок касательно некоторых вещей, в виде телефонного звонка, например, где Флиттери скажет «тащи мне старые запчасти, и я их тебе обменяю», но в целом и так было неплохо. Чуть позже пришли и заказанные мной детали, но пока что я должен был еще немного порыться в Сацуме. Как видите, даже новое зажигание как будто не решило главную проблему. И на этом моменте, да, мне уже пришлось воспользоваться гайдами, чтобы узнать, как именно нужно откалибровать движок. Поначалу немного корил себя за это, но в итоге понял, что ничего плохого тут нет. Потому что даже в жизни, когда тебе предстоит лезть во что-то подобное этому, ты предпочтешь знать заранее, что и как именно нужно сделать. После распределителя зажигания я маленько ослабил ремень генератора, снял клапанную крышку и выставил правильный зазор в каждом из клапанов, сначала затягивая их до упора, а после ослабляя до нужной степени.
Поправил развал схождения колес и подумала, может быть там свечи уже давно отжили свое, но нет, каждая выглядела так, будто я ее только сегодня купил. Возможно, дело было в регулировке карбюратора. Здесь я сделал по сути так же, как и с клапанами. Сначала выкрутил в одну сторону, чтобы сбросить их настройку в ноль, а после уже привел к нужному значению. С регулировкой карбюратора мне по идее должен был помочь этот датчик слева от руля, он показывал то ли насколько обогащенная смесь попадает в движок, то ли что-то подобное, но для этого нужно, чтобы машина хотя бы завелась и прогрелась, но мне пока нужно было ждать, чтобы зарядился чудом выживший аккумулятор. Чтобы не терять время, я слетал в центр деревни и забрал посылки, баллон с нитро и раллийную подвеску. Правда, стоило бы лучше сэкономить на нитрухе, потому что, как я узнал позднее, для участия в гонках она не нужна, а вот спортивное сиденье и каркас безопасности были обязательным условием. Уже вечером я вкинул в корчагу и, затаив дыхание... Она еще никогда так легко не заводилась, йоу. Я был рад до усрачки. По такому случаю нужно было прокатиться, так что я дал по газам. Такое чувство, будто в этот раз малышка Сацума и правда стала гораздо быстрее. Оставалась неделя, и надо было всеми силами успеть поднять денег до субботы и купить недостающие для гонки детали. А я там еще забыл сохраниться и пришлось перенастраивать весь движок сначала, так что надеюсь, что ничего не напорол во второй раз. Что вообще мне было нужно? Спортивное сиденье, ремни, возможно руль, раллийная резина и каркас безопасности, что суммарно встанет мне в довольно большую сумму. Хрен знает, обязательно ли менять передаточное число, чтобы победить, но тут должен сказать, что моей мечтой было хотя бы самоучастие. Учитывая, что я не ремонтировал кузов, не менял особо ничего, кроме того самого стартера, не знаю, стоит ли вообще надеяться на выигрыш. Пришло время работать, и работала я, стараясь изо всех сил. Вспомнил о бухлишке, что стояла в доме уже достаточно долго. Не уверен, что это должно так выглядеть, но какие были варианты. Я взял уже пустые бутыли из-под сока и набирал один за другим, наблюдая, что общий уровень воды понижается не особо-то и быстро, что значит, даже одна партия может быть очень большой. Пока было время, я старался лишний раз заработать копейку, и не помню уже как было раньше, но сейчас персонаж совершенно точно работал быстрее. За одно действие ящик наполнялся заметно больше, чем обычно, и где-то до 6 вечера я подзаработал уже довольно неплохую сумму. Но эта работа очень быстро убивала моральку, через полчаса башка уже буквально начинает закипать. На следующий день, так рано как только смог, я подул в город. Слишком рано, потенциального покупателя еще пришлось ждать. Все еще не был уверен на 100%, что это сработает, но мужичок не заставил себя долго ждать. Ладно, давай попробуем. Совершенно охуенный килью. Я был прям рад, потому что это дерьмо еще и стоило весьма и весьма неплохо. Сумма увеличивалась с каждой бутылкой, но на 4-й он сказал, что мне придется выпить с ним, если хочу продать больше. Ну, фух, отказывать нельзя. Давай, эй. Совершенно охуенный килью. Живой и спасибо. А вот деньги, конечно, солидные. По итогу это весьма легкий способ заработка, на данный момент ограниченный только количеством бутылок. Но знаете, как бы я сейчас не был сфокусирован на заработке деньжат для малышки Сацумы, если быть честным, еще в начале этой недели я догадывался, что не успею к 100-му дню подготовить свой корч для раллийной гонки. На подготовку нужно было как минимум 10 тысяч марок, плюс ожидание доставки запчастей, ожидание установки рамы у флитари. Увы, как бы я ни старался, но в разрезе 100 игровых дней сделать это не получилось. И в итоге оказалось, что из всех моих планов несбывшимся оказался самый важный. А если вы задаетесь вопросом, откуда я успел взять бутылки с хелью, если только-только купил новые, оказывается, все это время было неподалеку место, которое неожиданно оказалось полезным. Если вместо того, чтобы ехать домой, продолжить путь к клубничному полю, пропустить его и свернуть налево на асфальтированной дороге, можно попасть к месту, которое бросалось в глаза еще в первые дни. Это взлетно-посадочная полоса, которая использовалась местными жителями как трек для драг-рейсинга. Неподалеку от него и была свалка. Где-то здесь и было то самое место, куда попадают, так сказать, забытые вещи. Среди них находились и пустые бутылки из-под сока, проданные тому мужичку. Можно было просто их забрать и использовать по второму кругу. Все-таки хорошо, что я не стал красть у него деньги, он так или иначе в итоге отдаст их мне за этот самогон. Продолжая трудиться, я таки насобирал нужную мне сумму, но слишком поздно. Ралли уже шли, на дворе был 98-й день, а я только отвозил конверт для заказа нужных деталей.
Но было бы крайне глупо спустя столько усилий взять и бросить все просто потому, что настал 100-й день. Так что все только начиналось. Я загрузил килью, новую партию пока, увы, делать было не из чего, а вот чтобы продать то, что я уже приготовил, пришлось пить. Очень много пить. Видать, чем больше партия, тем больше нужно собутыльничать с этим человым мужичком. Думаю, что мечта поучаствовать в ралли того стоила, но дорога назад, как вы понимаете, была очень веселой. И сразу же я подул на свалку собирать пустые бутылки, чтобы долить остатки самогона. Придется опять ехать в город, но чего только не сделаешь ради того, чтобы не собирать гребаную клубнику. А тут еще и позвонил Теймо, заказанные запчасти уже пришли. Я не ехал, я летел, потому что успеть к этой субботе нужно было обязательно. Минус 9000 и у меня парочка не самых маленьких коробок. Не успел отрезветь, как снова пришлось испытывать печень ради 1000 марок. Теперь у меня был гоночный руль, ремни безопасности, партия новеньких дисков, я просто не смог держаться, ну и 2 гоночных сидения. Вот только я совершенно не подумал, что после всего того келью на утро у персонажа будет лютый отходняк. Но куда деваться. Да и на самом-то деле работка была вообще не пыльная, если сравнивать со сборкой двигателя. Снять старые сидения, поставить руль, новые сидухи, ремень, по-видимому, крепится к каркасу безопасности, так что пока это все. Диски взял с собой и повез к Флиттери, а пока ехал, понял, что с первого раза первое место я скорее всего и правда не возьму. Да, спустя 100 дней я знаю эти дороги почти как свои 5 пальцев, но ехать на Сацуме и на Хайосика это прям совсем разные вещи. Сацума такое чувство даже более неустойчивое, чем та голубая буханка. Я выложил диски прямо на стол и не знаю, как бы сложилось это прохождение, если бы я не сидел в тюрьме второй раз, но благодаря скидке, полученной за выворачивание дерьмеца, мне хватило денег и на каркас безопасности, и на раллийную резину, оставалось только ждать. Не в состоянии это сделать, уже в среду я решил сгонять проверить, как там идет работа. Снова летел по нормальной дороге, потому что так быстрее, ё-моё. И когда увидел, что в Сацуме уже стоит каркас безопасности, понял, работа завершена. Новые колеса выглядели прям хорошо, даже нужно было гнать домой и переобувать мое любимое ведро с болтами. Первая заводка, как обычно, была не слишком быстрой, но возможно это норма, мол пока топливо закачается в систему и все такое. А вот насчет того, насколько быстро она летает, трудно было сказать. Определенно ехала она лучше, чем раньше, но хватит ли этого для ралли, получится узнать только на самом ралли. Судя по датчикам, вроде бы все было нормально, только масло нужно будет долить, так что я начал переобувку. Быстро вспомнил, что нужно менять и подвеску. Задняя встала на место прям очень легко, сразу же я ее настроил, по примеру одного из более опытных игроков. Одна крутилка отвечала за скорость сжатия амортизатора, другая за разжатие. Вроде бы ничего сложного, чем дорога ухабистее, тем по идее нужно делать амортизацию мягче, чтобы автомобиль не дрожал при езде и колеса удерживали сцепление с дорогой как можно больший промежуток времени. Но браться за прям детальную калибровку под себя я не мог, потому что время уже и так было на исходе. С передней подвеской повозиться пришлось раза в 2 дольше, пока я не снял вообще все, что только можно было снять, стойка не хотела открепляться. Передняя подвеска по итогу была настроена заметно мягче задней и, признаться, сам не ожидал, но в этот раз я прям понял, что ковыряться в этом ржавом корче мне стало довольно приятно. Это словно чертова губка для работы, которая может впитывать в себя десятки часов вашего труда, и чем больше труда в это ведро вложено, тем более ценным по итогу оно и ощущается. Что ж, кажется, я начинаю понимать людей, которые лазят сутками возле своих корчей, вместо того, чтобы наконец-то их продать. Долил масло, но не под завязку, и сделал небольшой тест-драйв. Ох, если честно, ралли точно не будет легким, потому что на большой скорости управляемость этой штукой очень трудно чувствовать. Но я смело могу сказать, что малышка Сацума точно приятнее того расфуфыренного корча Флиттери. Хотелось отпраздновать завершение своих работ, что тянутся еще с самого начала 100-дневки, ведь это по сути и была моя главная цель. Но у меня даже пива не было, видимо оставил ящик где-то в другом месте. Да, за все это время я, конечно, подушатал Сацуму, но выравнивание подвески, кузовные работы и покраска стоили очень много денег, а мне нравилась эта чертовка и так. Главное, чтобы машина не протрухла насквозь, но уверен, что в игре такого случиться не может. Наверное. Я аккуратно сложил старые детали, колеса и с нетерпением ждал субботы. Насчет работы мне давно уже не звонили, а клубника уже в кошмарах снилась, так что я подул в магазин за продуктами для бабули. Чуть ли не каждое утро здесь ошивался тот мудачина с подружаней, но каждый раз у меня были свои дела. Бабка обычно просила сосиски, сахар и молоко.
Ну, весь сахар я уже благополучно опустил в одно важное дело, а вот остальные продукты тут были. И мне вдруг стрельнуло в голову, что если купить много продуктов, возможно, за это бабуля и заплатит получше. Я выгрузил ей столько еды, что боюсь, она теперь мне вообще не позвонит в следующий раз. И когда понял, что не могу забрать продукты обратно с поддона, стало ясно, что это сработало, и бабуля правда загробастала все себе. Прочитала длинные нотации, как обычно, и дала 370 марок, где-то вдвое больше, чем я потратил на продукты. Ну, это уже хоть что-то. Давай, бабуль, звони почаще. До ночи еще было далеко, а клубнику собирать не хотелось так же, как и раньше, так что я вернулся в город подзаправиться, да, Тейма уже так долго просит меня разнести рекламки по почтовым ящикам, думаю, этот час настал. Я не знал, сколько заработаю, но было интересно хотя бы разобраться с этим. Сделал кружок по центру деревни и нашел 3 точки с почтовыми ящиками. Именно что точки, а самих же ящиков было заметно больше. Мать твою! Дальше по плану я собирался просто сделать кружок по грунтовке, не вылезая на шоссейку, и закончить с этим делом. Не факт, что все почтовые ящики расположены именно у этой тропы, но залезать вглубь я даже не собирался, не считая своего дядю, конечно. И возможно, сделал я это прям зря, потому что магаз закрывался в 8 вечера. У меня оставалось 2 часа, хрен знает сколько еще почтовых ящиков впереди. Пришлось ускоряться, но мне повезло. Почтовый ящик был лишь у бабули и у поля с клубникой. Дальше оставалось только лететь на всей скорости с надеждой на то, что здесь не будет патрульного поста. Сумма была небольшой, но приятной. К тому же эта работа внесла немного разнообразия в финскую бытовуху. Интересно, конечно, было, куда эти алкачи катаются, где тусят. Тем более, что мне Флитари даже про того мудилу на зеленой машине рассказывал, мол, он сутками катается и никогда не посещает заправку, с намеком на то, что может где-то брать топливо на халяву. Но как бы заманчиво не было поехать по их следу, завтра был важный день. Я бы даже сказал, самый важный за все эти 100 дней. То, что сюда доехал, это в принципе уже хорошо. Я надел шлем и понял расписание первого этапа гонки. По всем требованиям я, слава богу, проходил и каким-то, чудом увидел, что после гонки должен буду оставить машину здесь, иначе получу штрафные минуты к заезду. Оказывается, я еще и отдал 500 за участие, ну теперь я выиграть просто обязан. А знали бы вы, как сильно билось сердечко в груди. Сколько раз меня посещали мысли, ничего ли я не забыл, все ли в норме и не вылетит ли прямо посреди гонки выхлопная, как в тот раз. Было чертовски стрёмно начинать, ведь по сути все, через что я прошел за эти 100 с лишним дней, было ради этого момента. Нервишки зашкаливали, и нащупать грань допустимой скорости между тем, чтобы не ехать слишком медленно, и тем, чтобы не улететь в пропасть, было чертовски сложно. Я чувствовал, что в пределе 3 передач Сацума очень послушная и управляется довольно легко, но там, где участки дороги были поровнее, нужно было врубать 4-ю, и вот здесь уже ловить эту узкую дорогу было трудновато. Меня во многом спасало то, что за все это лето я очень много проездил по этому пути и даже без предварительной подготовки помнил чуть ли не каждый поворот. Но не все так просто. Стоило пролететь дорогу к своему дому, и дальнейший путь уже заставил попотеть. Дальше дома бабули я не так часто бывал, и дорога здесь была заметно сложнее. Повороты с неровной дорогой, довольно опасные участки с водой. Даже на прямых отрезках я боялся выжимать педальку газа еще сильнее, хотя я мог бы. И тут за очередным поворотом я увидел надпись, после которой мне наконец-то стало легче. До этого я будто сидел на кипящем котле с гвоздями. В здешней будке никто не сидел, так что я вернулся в город, чтобы хоть результаты узнать. Загнал автомобиль на спецплощадку и увидел сначала какого-то левого мужичка, а потом и лист с результатами гонки. Признаться, выиграть я особо не надеялся, и сразу скажу, что должен быть с вами честен, и это не первая моя попытка. Более того, предыдущие 3 я даже не доехал до финиша, но в любом случае это был сущий кайф. На самом деле, может быть, не стоило даже настолько сильно гнать, потому что 5 секунд хоть и кажутся мелочью, в заезде такие числа это прям целая пропасть. Я купил себе пивка отметить и, дождавшись автобус, сразу же Сацуму придется бросить, отправился домой. Эй, живо все поднял! В воскресенье проходил 2-й этап гонок. Мопед после Сацумы уже казался совсем медленным, но прибыл к месту я рано, так что пришлось перемотать время с помощью волшебного сортира.
На мгновение я забыл, что второй этап начинается не здесь, а с точки вчерашнего финиша. Получается, гонка будет проходить по той же самой дороге, только в обратную сторону, и эта мысль меня маленько успокоила. Я как-то ментально понимал, что в сторону города дорога должна быть уже легче. Записался, в этот раз на старте еще никого не было, и сжав яйки в кулак, погнал вперед. Был уверен, что в обратную сторону ехать будет проще, и это правда было так. Но не на этом участке трассы. Несмотря на свои косяки, я не оставлял надежды, потому что вторая половина пути уже отпечаталась в мозге. Главное было не переусердствовать. Так быстро по этим дорогам я еще не летал. Было очень приятно, что весь этот нервяк закончился, но оставалось узнать, что там по результатам. На столе уже стоял какой-то кубок, но издалека не было ясно, он бронзовый, золотой или вообще зеленый. Но открыв результаты, сомнений уже не осталось. С отрывом в 20 секунд я вырвал сраное первое место. Приз был очень приятным бонусом, но 2000 марок никак не стали главной наградой. И кубок за первое место с надписью «За третье место» тоже не стал. В данном случае, без преувеличения, наибольшей наградой стало то, что я просто-напросто смог. Как же Челово было уже неспешно прокатываться по только проехавшему пути. Кубок стал украшением для дома и сохранил в себе воспоминания прошедшей гонки, а я мог наконец-то выдохнуть и почирить, ведь все закончилось. Да ё-моё. Малышка Сацума показала себя так классно, как никогда. Правда, вот что с ней стало после возвращения. Ведь пока я ехал назад, навстречу летели участники ралли. Мега дурацкий косяк, конечно, но тем ценнее для меня была продажа очередной партии Кирью, после которой ехать домой было одно удовольствие. И вот, по сути, моя главная цель в игре была сделана, но я, никак не мог ее выключить. Что-то все еще держало меня в ней, и я хотел довести дело до конца, чтобы не бросать малышку Сацуму в таком виде. Всю неделю я работал, пока в один день не вернулся из города с небольшим грузом. На запчасти ушло порядка 9000 марок, и я принялся все это дело лепить, тулить, от некоторого колхоза отказывался, и на следующий день отогнал малышку к флитари. На рандомычах, пока засмотрелся на кузов тачки, увидел пару валяющихся запчастей к Сацуме и понял, сколько всего я, наверное, пропустил за эти 100 с лишним дней. Флитари должен будет подровнять мне кузов и... Так, а что тут надо подровнять? Левые двери и правое крыло. В остальном все как будто было целым. А если нет, я снова сиюминутно стал нищим. Но оно того еще как стоило. Ё-моё, сколько ж тут шпаклевки. Была и минутка печали, потому что на нормальную покраску денег у меня уже не было, и поэтому вот что я наколхозил с помощью заранее купленного баллончика краски. Такой любимый выедающий глаза красный цвет был утерян, но, увы, иначе пока нельзя. Кузовные части из магаза я не стал красить, кажется, уже так выглядело все весьма неплохо. Правда, левое крыло оказалось тоже помятым. Я вальяжно покатывал по грунтовке, вылез на шоссе и чисто с кайфом проехался по уже знакомой дороге. Заглянул на здоровенный завод, который все время пропускал, но ничего интересного здесь не было. Сацума показывала себя на удивление хорошо, так что я даже решился взять работу по разносу листовок. До чего же приятно было не спеша катить по грунтовой дороге, слушая, как земля шипит под колесами. Трудно описать и внятно объяснить, почему и насколько это было приятно, но скажу одно, усилия точно того стоили. Уже к вечеру я вернулся к магазину и по чудному совпадению увидел здесь этих двоих. Зная, какие эти придурки-ездаки, я спрятал машину за поворотом и решил подождать, пока они отсюда не уедут, чтобы проследить и глянуть, куда же они в итоге направятся. Ждать пришлось до самой ночи, на часах уже перевалило за 12 и наконец-то послышался рев мотора. Эти черти показывали высший пилотаж уровня пьяной макаки, пару раз столкнулись на одном и том же повороте. Я сел им на хвост и понял, как же хреново, что у меня нет дальнего света. Наверное, нужно было кинуть проводку на ходовые огни, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию. Я сделал крюк и, вернувшись к магазину, понял, что потерял этих чудил, как вдруг оказалось, что они еще тут. Сразу все было лайтово, я без лишнего напряга следовал за ними впритык, даже не переходя на 4-ю передачу, но потом эти малолетние дебилы, по-другому их не назовешь, начали наваливать так сильно, что я с трудом поспевал, удерживая на спидометре 150 км/ч, и то недолго.
В итоге они снова пропали с поля зрения, но глядя, как те в центре газовали, я надеялся обогнать их после очередного пируэта. Увидел машину в кювете, но ей оказалась фура, а еще через минуту езды увидел этих двух чудил и несколько отломанных деталей автомобиля. Дружбан того чувака был в порядке и периодически газовал, а вот желтый корч очень сильно пострадал и, видимо, тот мудила все-таки докатался. Ну хотя бы девушка была жива. Вот так вот. Подруга ночь лежала лицом вниз, но, судя по вздрагиваниям, все еще была жива и просила куда-то отвезти ее переночевать, потому что в таком виде домой она заявиться не может. Я с большим трудом запихал ее в кабину в этой кромешной темноте и поехал в неизвестном направлении. Сориентировался только когда увидел огни вышки и понял, что еду обратно. Дорогу от города я уже прекрасно знал, и через несколько минут, уже считай под утро, мы были у меня дома. Любимая машина была рядом, подружка буквально была у моих ног, но что-то подсказывало, что надо хотя бы затащить ее в дом, здесь явно не очень удобно. Да, такое у меня впервые. Я кинул ее туда, где недавно лежал бухущий дядя, что ж, видимо, это местная традиция. Спасибо тебе. А ты довольно хороший парень. Да-да-да. Да, вот такое чудное лето, конечно, получилось. Такая ламповая и самой малость несуразная игрушка с офигенной атмосферой, вернувшей меня в детство. Прошло некоторое время, и в одной из своих поездок на Сацуми у магазина Теймо я встретил ее. Подруга ночь прошла прямо сквозь машину и присела рядом, ничего по сути не сказав. Я врубил передачу, и мы погнали кататься. Правда, на грунтовку соваться я не рискнул, там проходил второй этап ралли, так что мы сделали кружок по улицам и рванули обратно на главную дорогу. Она сидела, не говоря вообще ничего, только то и дело лазила к моей новенькой магнитоле. Поездка была многообещающей, но с каждой минутой становилось яснее, что все идет не слишком-то хорошо. Почему? Она все так же молча сидела через 5 минут, через 10. Мы уже обогнули карту по кругу и снова вернулись в город, а от подружания не было слышно ни звука. Я уже и по грунтовке проехался, она по-прежнему была как камень. Ну, на хоть пивка хряпни, и она реально хряпнула. Но это ни хрена не дало. В один момент та и вовсе сказала, что ей стало скучно. Скучно? То ей не так, это ей не так, ну окей. Я вернулся в центр деревни, чтобы сбросить уже этот груз недовольства из своей тачки, но она даже не собиралась убираться. Ну зато Пивчански это тело глушило как не в себя, уже полящика молотило. Мое терпение иссякло окончательно. Сжег полбака бензина, потерял бампер по дороге 2 раза. Да и вообще превратил свою малышку Сацуму на безвкусный кусок дерьма, просто чтобы это ей понравилось. Не говоря уже о времени, которое потратил на ковыряние с машиной. Черт, да даже помыться пришлось. Я прилетел домой и решил, раз это тело не захотело вылезать, то пускай сидит и дальше. Так, а пиво-то уже сюда, ишь? Теперь у дамы были все условия, чтобы провести время так, как она хочет сама. Даже окошко открытым оставил, чтобы не задохнулась в случае чего. И наконец-то свалился спать в последний раз. Да, не такого я, конечно, ожидал, но и присмыкаться дальше перед этой дамой мне, честно, уже как-то и не хотелось. Красивого финала, увы, не получилось. Или получилось. Гульки гульками, хотелось узнать эту мадемуазель поближе к финалу видео, но ведь по итогу очевидно, что самые близкие люди и так все это время были рядом со мной. Я смотрел в это темное небо и не имею понятия, что будет ждать меня дальше, каким боком обернется жизнь и во сколько разных виртуальных мирах мне еще удастся побывать, но сейчас я был благодарен судьбе за то, что она познакомила меня с этой игрой. Эта деревня, эти люди... Эта машина, черт бы ее побрал. Эх, это лето было просто невероятным, ведь это было мое лето в My Summer Car. Спасибо, что посмотрели видео и, возможно, даже подписались. Бесконечная благодарность этим ребятам, что поддерживают канал еще и монеткой. Трудно будет перебить те эмоции и тот кайф, что дарит My Summer Car, но я знаю, что пройдет некоторое время, и мы с вами еще обязательно увидимся в каком-нибудь новом приключении. Всех обнял, приподнял, до встречи в новых видео.